слушать, что надо читать, чтобы дети слушались. Для того, чтобы дети слушались, их нужно хвалить. Чтобы сыновья не ссорились. Каждый день ставьте между всеми сыновьями цифру плюс, рисуйте ее. В конце равняется и ставьте цифру 9. Насколько предопределена наша судьба, может ли наши попытки что-либо изменить тщетны? Нет, судьбу может человек изменить в сторону радости и удовольствия. Сегодня ночью на знакомую в пограничном состоянии, то ли сон, то ли яв, кто-то лез к ней по ногам. Она физически чувствовала, от крика все проснулись. Мы все на карантине в Польше и почти друг друга не знаем. Послевкусие какой-то мистический страх. Что это могло быть и как на себя не перетянуть такие выпадки сущностей? Обычно в случае, если человек агрессивен, нервен, безумен, вреден, то у него остывает астральное поле, и его астральное поле становится маленького размера. И в тот момент, когда поле становится маленького размера, то в это поле начинают проникать астральные сущности. И оно ощущается, как будто что-то лезет на человека. Что нужно сделать? Единственная возможность человеку — это начать испытывать состояние радости, искать возможности быть человеком более высокодуховным. Вот так. Практиковать метод, представлять себя в ярком белом свечении, с открытыми глазами. По моему мнению, любовь является элементом безвозмездного служения человеку, который буквально звучит так. Человек, который говорит «я люблю тебя», фактически произносит следующие слова: «Мое тело, мои деньги и все, что мои чувства, все принадлежит тому, кому я говорю люблю, безвозмездно, то есть даром, я готов это все отдать». То есть это тотальная самоотдача человеку. Таким образом, можно сказать, что слово «люблю» говорить просто так чужим людям я бы не рискнул, потому что если вы будете налево и направо дарить любовь, а также думать о любви и произносить «я тебя люблю», то, скорее всего, в вашей жизни найдутся те люди, которые захотят безвозмездно воспользоваться вашим телом, вашим имуществом, вашей жизнью и так далее. Вот что происходит на самом деле, когда человек начинает очень активно популяризировать, а также практиковать практики, которые связаны с элементами проявленной любви. Я бы на самом деле не рискнул бы заниматься вот такими практиками, потому что я считаю, что это однозначно 100% в дальнейшем приводит человека к тому, что он сталкивается с трудностями физического здоровья, так как кто-то отбирает его здоровье. Когда он говорит «люблю», он фактически говорит: ты можешь безвозмездно забрать все, что ты хочешь и что принадлежит мне. Теряет финансы, теряет бизнес, теряет семьи. Это все на фоне того, что это происходит. У меня была женщина, она мне написала во время поста: не дарите просто так свою любовь. Она мне написала: надо же, а я была очень успешной женщиной, с семьей, с хорошим мужем, любимыми детьми. И каждый раз, когда я отвечала по телефонному звонку, я всегда говорила: люблю, целую и дальше Люба. И говорит, это были смски, это было все время. Итог такой: сейчас она очень больная, очень несчастная, потерявшая имущество женщина. Вы представляете? Это всего лишь одно слово. Данное слово является важным для человека словом, которого произносить необходимо только тем людям, которых вы искренне и со всей силы. Андрей Андреевич, бывший муж, забрал детей 4-8 лет и не отдает решением суда. Но это длительный процесс. Еще и хочет нас выселить из квартиры. Сделал дарственную на свою мать. Какие практики сейчас делать, чтобы защитить детей и выиграть суд? Очень переживаю за детей. Первое, что необходимо делать: обязательно не воюйте. Обязательно не воюйте с этим человеком. Второе, начните каждый день произносить себе: какой он негодяй, какой он негодяй, какой он негодяй, какой он негодяй. Пусть все знают, какой он негодяй, пусть все знают, какой он негодяй. Тем самым вы фиксируете на этом человеке, и правда будет на вашей стороне. Третье, напишите договор, как я обучаю на 2-й или 3-й ступени. Это договор долга, где ваш муж становится фактически вашим должником, ну и так далее. Я, к сожалению, из-за того, что такие вебинары смотрят обычные люди, не являющиеся учениками школы, давать особо эзотерические практики, к сожалению, не могу. Дело в том, что такие эзотерические практики могут рассматриваться людьми как магия, и использовать ее можно будет по-разному. И из-за этого, для того, чтобы
магия была более экологичной и, может быть, более правильной, я стараюсь, в общем-то, в открытых вебинарах об этом не говорить. И очень будем признательны, если расскажете о каких-то еще эзотерических методах в этой ситуации, чтобы жизнь в обретенном жилье была прекрасна. Обязательно, когда зайдете в жилье, любите его. Любите его. И, конечно же, любое жилье, оно получает, оно начинает жить в тот момент, когда человек какое-то время в нем поживет. То есть это период такой 3 циклов. Первое – жилье. Это, знаете, как взять животное, но или взять ребенка в семью, и ребенок вначале такой немножечко боится вас. Точно так же и с жильем. Когда вы придете в новое жилье, то старайтесь к нему относиться так, как будто это все жилье ваш маленький ребенок. Хорошо к нему относитесь, хорошо говорите, там, какие стеночки, какие там... Обязательно ни в коем случае не говорите, вот, как же меня раздражает это, или вот я уже устал, мне это не надо и так далее. Ни в коем случае этого говорить нельзя. Вот после этого начнет нравиться и начнет вам помогать, потому что правильное жилье – это то жилье, которое дает человеку возможность отдыха полноценного, без возможности нервных состояний. Конечно же, правильно почитать мантры, которые очищают жилье, провести обряд очищения, прочитать мантру МКТ Викатаруса Грасамани Соха, запечатать помещение с мантрами. В общем, все, как я обучаю в школе. Мы с сестрой как будто перетягиваем канат неприятностей. Если у нее с мужем хорошо, то у меня плохо, и наоборот. Что это может быть? Просто совпадение, 6 лет живем с мужем, то хорошо, то невыносимо, как бес в него вселяется. Это может быть все что угодно, это могут быть психические отклонения, это может быть общая усталость. Я хочу вам сказать, женщина, она должна знать, что если мужчина унылый, если мужчина ничего не хочет делать, это говорит о том, что у мужчины не выделяется тестостерон. У мужчины выделяется тестостерон только в 2 случаях. Если он занимается интимом с женой своей или в случае, если он кричит. Если вы видите, что ваш муж кричит, скажите, что ему нужно. Скажите, что ему нужно. Ему нужно интим или ему нужно что? Я вам хочу еще раз сказать. Если ваш муж кричит, ему необходим интим, а почему он кричит? Ему необходим тестостерон. Если он не кричит и у него нет интима, то у него будут панические атаки, депрессии, уныние, апатия и так далее. И спасти его будет невозможно. Это частое явление тех людей, которые приходят. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Андрей Дуйко. Вообще, почему люди празднуют праздники? Никто никогда не задумывался. А ведь знаете, что праздники ведь для чего-то людьми были сделаны? То есть почему человек или человечество или социум решил вдруг проводить праздники? Кого-то накормить, посидеть за столом. Ну, я не могу сказать, что это веселье. Для чего же человек делает праздник? И как, по моему мнению, необходимо с эзотерической точки зрения праздновать праздники? Что это такое праздник? Давайте я вам скажу. Дело в том, что я бы хотел сказать о нейролингвистическом значении слова праздник. ПР или буква П называется словом или как бы создает энергетическую или эмоциональную, нейролингвистическую эмоцию, которая называется предчувствовать. И праздник это как радость. Получается предчувствие или в предчувствии радости. Таким образом, что это такое? Это эзотерическое собрание людей, которые хотят поработать над предчувствием радости и выпить за то, или поесть за то, чтобы в дальнейшем эта радость в их жизни появилась. Вы представляете? Если праздновать праздник какой-либо, и при этом во время праздника предчувствовать то событие, которое скоро должно появиться, и делать это всем вместе во время радости, то тогда у всех обязательно это событие появится. Допустим, человек, который поднимает тост, он не должен говорить, там, Андрей Андреевич, я желаю вам здоровья. Это не предчувствие радости. Он должен делать так, он должен говорить...
пусть скоро у нас всех будет большое количество денег. И после этого все в бокалы ударились и выпили. Что они сделали? Они создали эмоцию в предчувствии той радости, которая была запущена в момент того, когда этот человек произносил тост. Или человек говорит: пусть скоро все мы будем здоровыми, или пусть скоро мы все выздоровеем. И после этого это в предчувствии радости, которая возникнет в тот момент, когда все станут здоровыми. И успешность это в предзнаменовании такого события запускается при помощи радостного цокания бокалов, а также там улыбок и так далее. Вот таким образом, если праздновать праздник, то тогда, скорее всего, события будут у человека совершаться те, которые он хочет. Таким образом, я считаю, что праздник эзотерически должен именно вот таким образом праздноваться. Человек должен эмоционально предчувствовать, что должно произойти хорошее, и после этого всем поведать, что он чувствует, что хорошее должно произойти, и пожелать происхождения этого чего-то хорошего в момент праздника. А раз праздник связан со словом «радоваться», то тогда все во время праздника радуются, предчувствие того, что дальше будет какое-то очень приятное и хорошее жизнь, события и так далее. Вот таким образом, по моему мнению, необходимо праздновать праздник. А когда же можно праздновать праздник? Вы представляете, для многих людей это может быть ежедневно. Праздник это не напиться и на следующий день очень сильно болеть. Праздник это когда все люди собрались, все радостны, и после этого в предчувствии того, что произойдет что-то прекрасное, что скоро произойдет изменение жизни в лучшую сторону, что скоро все разбогатеют, пожелать, чтобы это произошло тем людям, которые находятся рядом. Таким образом, человек, допустим, говорит в предчувствии радости, зная, что скоро мы станем все абсолютно здоровыми, хочу за нас всех порадоваться. И после этого вот такой тост, допустим, произносит. Можно ли такой тост произносить? Друзья мои, конечно, если есть радость у всех присутствующих, тогда этот тост, скорее всего, будет магическим, и все в дальнейшем будут чувствовать себя здоровыми. Сыну 31 год, не женат, живет с девушкой 1-2 года, потом приходит домой с долгами. Деньги не умеет зарабатывать, в этом году в семье полное безденежье. Не знаю, как будет, все повторяется. Муж говорит, он наш сын и всегда надо помогать. Правильно говорит. Живем в одной комнате, хотя есть недостроенный дом, стоит уже 20 лет и ругаемся, что денег нет. Муж всегда говорит, что он в доме хозяин и будет так, как он хочет. Ну, пусть говорит, чем бы дитя не тешилось. Так и было, и сейчас я в полном отчаянии, не могу так дальше. Купил СНГ-3, делаю практики, учусь у вас. Хотелось бы перемен в лучшую сторону, но как? С уважением, Моника. Только один метод может создать у человека возможность, методов хватает, но те методы, которые дает нам мир, это борись, будь центром вселенной, добивайся всего, они обычно не работают. Я хочу вас познакомить с духовным методом. Оказывается, существует другой метод, духовный. Это метод, о котором я все время говорю. Если человек ищет возможности развить у себя в своем центре груди состояние радости и постоянно находит возможности, чтобы это усиливать, то он 100% в дальнейшем будет богатым человеком. А вы, как мать, можете еще и продуцировать это на своего ребенка. То есть мысленно создавать и в его груди, над ее поверхностью состояние радости, состояние наслаждения и удовольствия. Тогда и материальное улучшится. Я просто обещаю, что это произойдет. Обычно, когда у человека что-то не получается в его жизни, то он обычно постоянно пытается найти того, кто в этом виноват. Это путь легкий. Можно объяснить свою несостоятельность чем угодно. То есть своя несостоятельность может быть там плохое здоровье, нога болит. Ой, не буду это делать. Почему? Нога болит. Но хорошо, у него нога болит, пусть он не делает. Почему ты на работу не ходишь? У меня нога болит. Тогда тебе, наверное, не очень сильно это необходимо. Нет, очень необходимо. Мне очень необходимо, я хочу. Но почему ты не идешь? Нога болит. А теперь уже не болит? Нет. А тогда почему сейчас не идешь? Потому что на меня влияют. А кто влияет? Ну, кто-то же влияет. Что, на меня влиять не могут, что ли? Там соседи могут влиять, инопланетяне могут влиять. Я вообще считаю, что на страну может влиять президент. Он целый день сидит и там, чтобы вы все сдохли, чтобы вы все... Понимаете, может он там влиять как-то на кого-то? Может, то есть, что я хочу вам сказать? Я хочу подтвердить еще раз свои слова, которые звучат так. Ну, что бы вы делали, если бы вам нужны были деньги?
Вы бы сказали, если бы мне нужны были деньги, я бы что-то делал. Тогда раз вы ничего не делаете, значит они вам не нужны. Но я хочу что-то делать. Тогда вопрос, насколько бы были вы эффективными, если бы вам сказали, если до вечера не заработаешь деньги, то я тебя застрелю. То есть, если бы стоял человек с ружьем, допустим, и сказал, у тебя время до 7 часов вечера, если ты до 7 часов вечера не заработаешь деньги, то я тебя из ружья застрелю. То скажите, как бы вы жили вообще? Насколько бы вам было бы комфортно на протяжении дня существовать? Скажите, у вас бы в это время болела бы нога? Или бы вы ощущали чье-то влияние? Скажите, оно бы вас беспокоило или нет? Или беспокоило, я не могу понять. Когда ко мне приходят люди и говорят, Андрей Андреевич, очень плохо, но я не буду, на меня влияют, там кто-то не хочет и так далее. Я обычно говорю одни и те же слова. Не морочьте себе голову. Почему? В моей жизни был такой период, когда я болел, проходил облучение. У меня было облучение такое, когда после облучения вынесли, и я лежал час, в себя не приходил. После этого вскочил, сел, меня тогда возил Сережа Чепуренко на машине, отвез меня на работу, потому что я знал, что мне надо в конце месяца выплатить 450 или 550 тысяч гривен работникам. Тогда кто им заплатит? Что, ответственность? А кто им заработает? Ну уж набрал столько людей, нужно еще и зарабатывать, там как-то это все содержать и так далее. Тогда вопрос, но мне же было плохо. Когда тебе нужно выживать, то неплохо. Почему людям плохо? Это особенность выживания. Если человеку плохо, он должен запомнить. Выйти из этого всего можно, делая только два действия. Первое, делай действия. Второе, обучайся, когда у тебя есть время. Третье, делай действия. Второе, когда свободное время, обучайся. Обучайся, делай действия, обучайся, обучайся, делай действия, обучайся, обучайся, делай действия. И потом, если ты сам отдыхай, если у тебя семья, тогда в семье отдыхай. Понятно? Не бывает другого пути. Я не могу, у меня это болит, я не могу, на меня это действует, я не могу еще что-то. Вот у меня есть Ирина, она мне сегодня письмо написала, Андрей Андреевич, понимаете, я там проходила 4 ступени, при этом у меня с 7 собеседований, на 7 собеседованиях меня не приняли, я не получила эту работу, я хочу работать в фармакологической компании. Отлично, я тебя поздравляю. Значит, ты была плохим руководителем в прошлой компании, раз после этого тебя никто брать не хочет. Потому что была бы ты хорошим специалистом, на тебя бы очередь стояла. Начнем сегодняшний разговор с того, что же делать, когда нам плохо. Итак, в случае, если человеку плохо, то как он ощущает это плохо? Итак, первое, потеря сил. Нету никаких сил, утром человек встает, у него нет сил. Первое, потеря сил во время просыпания может говорить о том, что первое, высокое давление. Второе, очень плохо проветривается помещение. Очень плохо проветривается помещение. Что, по моему мнению, необходимо делать с утра? Я считаю, что с утра необходимо обязательно проветривать окна. Я считаю, что утром человеку кислород более необходим, чем в вечернее время. Хотя и вечером тоже нужно. Но сейчас идет зима, сейчас начинается отопительный сезон. Когда отопительный сезон начинается, батареи начинают циркулировать. Теплый воздух поднимает пыль, которая находится на батареях. И эта пыль начинает циркулировать в наших маленьких или больших квартирах. Эта пыль – это то, чем мы начинаем дышать. Когда человек начинает дышать, то первое, что он начинает получать – эмфизему. То есть у него появляется легочная недостаточность. Как с ней справиться? Мой совет – утром съедать кусочек сливочного масла. Кусочек сливочного масла. Помощь. Андрей Петров, почему у многих женщин после свадьбы сразу начинает болеть голова? Как решить эту проблему, если налево бегать не хочется? Не нужно рассматривать женщину как станок, который называется козел, который используют как гимнастический снаряд. Сори. И не нужно это использовать как гимнастический снаряд. Женщина не мясо. У женщины есть душа. Женщина цветок. В случае, если вы мужчина, восхищайтесь, чтобы она видела. Говорите, как она вам нравится. Обнимайте ее, гладьте ее, и это будет, и у нее навсегда перестанет болеть голова.
Она всегда будет... Что хочет женщина от своего мужчины? Она хочет, чтобы он говорил ей слова о том, как она ему нравится. Почему? Я вам открою тайну. Каждая женщина с самого своего рождения, даже самая красивая, постоянно нуждается в том, чтобы ей кто-то доказывал, что она красивая. Если ей не доказывают, что она красивая, она себя заклевывает и считает, что она некрасивая. Именно поэтому, какая бы красивая женщина ни была, ей необходимо все время подтверждение. Подтверждение детей, подтверждение родственников. Это как некая... Как мужчине нравится смотреть на женщину, так женщине хочется, чтобы ей все время говорили комплименты. Ну и если вы муж ее, то вы должны их говорить больше, чем все остальные люди. Ты моя зайка, ты мое солнышко, такая сегодня красивая. Ой, какой у тебя особенный взгляд, какие у тебя потрясающие сегодня волосы. Я забыл тебе сказать что-то очень важное. Что же это? Что, у нас денег не будет? Нет, я тебя очень искренне люблю. Потому что мне судьба дала такую прекрасную женщину, как ты, такую красивую. Муа! Даже можете скрестить пальцы, если вам не нравится. Главное ей это сказать. И поверьте мне, дальше будет все очень хорошо. А если с самого утра начинается у тебя там, и ты не пожарила, ты не наварила, ты не сделала, да что же это такое, что такая тупая вообще, когда ты начнешь зарабатывать, у нас все плохо, сколько может это продолжаться, задолбала, ты дома находишься, не могла полы убрать, почему полы не блестят, почему ты не умеешь готовить, да твоя мама какашка, твой отец вообще тупой олень и так далее. И после этого я, любимая, я созрел, у меня там все, либидо появилось, что же мне теперь делать? Ничего, я бы тоже не дал, если был бы женщиной. Почему? Как такое может быть? Это для мужчин все равно, если им говорят, ты тупой олень, он через полчаса не забывает, об этом забывает, а женщина помнит. Женщину нельзя оскорблять и говорить ей что-то плохое, что касается ее внешнего вида. Не смейте этого делать, не ломайте эти бедные души человеческие. Они хорошие, правда. Не нравится вам, знайте, чем красивее женщина, тем больше муж зарабатывает. Во многом красота зависит еще и от того, что мужчина может предложить этой женщине. Он может ей предложить спать дольше, у нее будут глаза красивые. Он может ей дать возможность одеваться красиво, она сможет конкурировать рядом с другими женщинами. Он освободит ее от детей, она больше начнет заниматься внешним видом. Вы же поймите, женщины, они преданные. Женщина, она преданная, потому что она должна быть по природе, эволюционном таком, в эволюции людей, она должна быть преданной. Почему? Женщина предана, и это особенность ее. Если бы женщины с легкостью предавали, то тогда они бы могли во время рождения ребенка с легкостью его предать. И мир или поколение людей на этом бы закончилось. Не смогли бы рождаться люди. А так женщина, она верна своему ребенку, она верна его вскармливая, она верна и в тот момент, когда он растет. Это по-честному, это верность, понимаете. И поэтому женщина, несмотря на то, что там плохой мужчина, хороший, и даже несмотря на то, что очень часто это не самые лучшие представители общества людей, эти мужчины, они все равно остаются верными, они душой остаются верными и так далее. Но они верные женщины. Неверные женщины — это те женщины, которые понимают, что они не нравятся мужчинам. Женщина только одного хочет. Она хочет постоянно нравиться своему мужчине. Она хочет только одного, чтобы он в ней признавал ту женщину, которой можно восхищаться, и ту женщину, которую можно любить. Конец. А секс? Ну а что секс? Секс — это потом. Секс — это потом. Будет восхищение, будет у вас полно секса. Не будет восхищения, не будет не полно секса. А еще, мужчины, мойте ноги перед сном и попы тоже. И тогда будет у вас больше шансов. Иногда мужчина ложится, и даже на расстоянии несколько километров от него пахнет. Вообще мужчину можно понять. Он устал, он целый день работал и так далее. Но если вы ложитесь с женщиной, которую вы любите, доказательством вашей любви может быть посещение душа. Бывает и так. Я иду на ночь, бреюсь. Почему? Люблю жену. Почему у многих женщин после свадьбы сразу начинает болеть голова? Ответ дан сполна, по-моему. Не знаю, может быть, я не прав. Напишите в комментариях потом.
Большое вам спасибо за то, что оставили комментарии к видео трансляции, которая была в прошлой пятнице. Данное видео набрало 59 тысяч человек. 59 тысяч комментариев и 1 тысяча комментариев, за счет этого оно набрало 59 тысяч просмотров. Ну, большое вам за это спасибо. Теперь это видео смогут увидеть огромное количество людей. Оно как бы, как это называется, индексируется. Оставляйте под видео комментарии. Это дает мне силы в дальнейшем проводить вот такие. Это и будет тем, что вы задали в самом начале вопрос, как мне откупиться. Этим и откупитесь. Я ученица, вы же не сделаете, да? А зря. Я ученица, уже 2-й месяц встречаюсь с парнем, у нас все хорошо. Еще такого никогда не было. Почему же? Мы даже ни разу не ссорились. Он сказал, что никогда в жизни не хочет жениться. Подскажите, закон, практики или действия можно применить, чтобы изменять его мнение или решение? Женщины, вы что, в ультимативной форме говорите: моя мама запретила мне с тобой жить до момента женитьбы. Больше ко мне не приходи, интима не будет. Конец, game over. После этого, если он не с вами, тогда вам он не нужен. На этом все. А там хороший, нехороший, не хочет жениться, свободен вообще. Он же у вас забирает бесплатно вашу молодость. Я ученица школы, подскажите, пожалуйста, как убрать приворот с мужа, если он живет с любовницей, она постоянно обновляет приворот. Я вам скажу так, почему вы решили, что это приворот, а не любовь? Он влюбился в женщину, потому что вы его заколебали чем? Заколебали тем, что за собой не смотрите, тем, что постоянно выясняете отношения, тем, что постоянно его воспитываете. И после этого он нашел ту женщину, которая не будет этого делать. Может это быть разумным, да? И после этого женщина говорит: это приворот. Почему приворот? Может, это любовь, искренняя причем. Настолько, женщина может настолько задолбать мужчину, что он может убежать. Как-то с этой позиции не рассматривали вопрос? Может быть, надо рассмотреть с этой позиции, потому что обычно женщина приходит и говорит: надо же, я с ним спала, ему стирала. Что ему еще надо было? А то, что утро начиналось: как ты заколебал, у нас вечно чего-то не хватает, во сколько ты приходишь, сколько, где ты был все это время, сколько это может продолжаться. Нормальный мужчина как нормальный мужчина, это какой-то козломордый вердепух и так далее. То есть вот это вот начинается, знаете, и это потом годами длится. При этом там: я сказал, сколько может продолжаться, да задолбал ты, козел, и так далее. При этом вот, когда это начинается, то это возможность найти то, к чему можно придраться. Это, помните, я говорил, что невозможность найти ну, очень нужно найти возможность быть интеллигентными в своей семье. Вы не там ругаетесь. Потому что если вы хотите где-то ругаться, ругайтесь на улице. Или ругайтесь там за какой-то там хлеб или там место под солнцем. Находясь на улице, становитесь людям хорошими, добрыми, умными, а когда приходите домой, становитесь невыносимыми, гадкими, резкими, тяжелыми и так далее. Так вот, не зря китайская пословица говорит, что чем белее белая сторона, тем темнее черная. Так вот, я хочу вас ориентировать. Ориентируйтесь на то, чтобы на улице быть не такими, как дома. И старайтесь дома быть не такими, как на улице. Старайтесь дома быть интеллигентными, а на улице уже как придется. Потому что вы на улице становитесь интеллигентными, добрыми, искренними, тонкими. Потом приходите домой и становитесь грубыми, жесткими, жестокими, обижающимися, непрощающими, там, ждущие расправы, вендетты и так далее. Понимаете? И это длится потом годами, десятилетиями и не дает человеку нормальной жизни. Конечно, я мог тем, что женщина придумала, что у мужчины приворот или еще что-то, мог этим разочаровать или обидеть человека. Но вы понимаете, не все сводится только к этому. И очень часто как раз именно к этому не сводится. Поэтому, когда мужчина уходит, то он уходит обычно от женщины. Он уходит от того, что женщина не следит за собой. Он уходит от того, что женщина очень обижается подолгу. Знаете, как много мужчин ушло от женщины к более некрасивой женщине, только потому что его жена без конца обижалась.
обижалась, молчала, обижалась, молчала, фыркала, молчала, обижалась, фыркала, молчала. После этого он терпеливо там год-два, потом говорит, да какого мне это надо? Почему? Ну, как бы не гладили кота против шерсти, ему когда-то это надоест однозначно. После этого и живет, а после этого говорит, да сколько может продолжать? Понимаете, именно эти проблемы очень часто являются ключевыми. Очень часто ключевыми вот в семьях. Конечно же, если есть отношения хорошие, если есть доброта, а доброта заключается не в том, чтобы быть добрым и делать так, чтобы по тебе ходили. Доброта заключается в том, чтобы промолчать, когда хочешь съязвить, промолчать, когда хочешь подколоть, промолчать, когда хочешь указать на слабые какие-то элементы, которые есть у человека. Когда ты быть человеком добрым, это значит не орать на ребенка, не воспитывать, не заставлять. Быть добрым, это значит не перевоспитывать, это значит не ковать кадры, это значит не вытаращивать глаза. Быть добрым, это значит быть тем человеком, которому это не свойственно. Понимаете, это называется быть добрым. Рядом с добрым человеком взращивается доброта. А добрый человек, который только не успела себя плохо почувствовать сразу, как в Тюмени у меня была семья знакомая, и вот она идет и кашляет, мы у них в гостях были, она идет и он на нее смотрит и говорит, я хочу тебе сказать, и чтобы ты запомнила навсегда, в нашей семье больных нет. И это не только по жене. То есть у нее уже прав нету болеть, понятно? То есть она уже будет пилить с утра до ночи. После этого я на это посмотрел, это не мое дело, знаете, тем более воспитывать я никого не хотел, но понял, что это в дальнейшем может быть элементом уже разрыва отношений. Почему? Он, видя слабость, начал в ней эту слабость подчеркивать. Естественно, когда она поправится, он скажет, что у нее полная шея. Естественно, в тот момент, когда она даст слабинку, он обязательно ее уколет в эту слабинку. А это значит быть недобрым человеком. Быть недобрым человеком – это значит мстить. Это значит проявлять вендетту. Это значит без конца выяснять отношения. Это значит помнить по долгу. Я вам могу сказать, что нету ничего более плохого для человека, чем быть злым человеком. Потому что все проблемы, которые возникают с человеком, рано или поздно, наказуемы и больше всего наказывают за злость. Злых людей бьют. Это как добрая кошка и злая кошка. Добрая кошка играется с клубком, ее хочется кормить. А злая кошка какает сначала в один туфель, потом писает мимо унитаза, разрывает там еще что-то, после этого не хочет есть, ее все время хочется побить веником. Замечали, да? Несмотря на то, что она красивая. Таким образом, наверное, слова Будды Гаутамы, которые он сказал в золотолотосовой скрижали, о том, что миром правит добродетель, совершенно правдиво. Только перевод там был неправильный. В свое время перевели просто там тибетологи или, я не знаю, там индологи, не знаю, как правильно назвать, санскритологи, наверное, перевели неправильно текст, потому что правильнее было бы перевести не добродетель спасет мир, наверное, а доброта. А быть добрым – это значит не проявлять доброту, а где-то сдержаться в тот момент, когда хочешь проявить злость. Так вот, сдерживать злость гораздо лучше, чем проявлять свою доброту. Представляете? Спасибо. Вита Попова, скажите, пожалуйста, может ли маленький ребенок видеть другие субстанции? Было неоднократно, дочь не верила, что внучка видит и пугается, потом сама заметила, что она смотрит в тот угол, что на потолок. Что посоветуете сделать? Бойтесь этого, друзья мои. Если дети видят что-то, не поддерживайте, не развивайте. Старайтесь просмотреть, спит ли ребенок долго. Почему? Есть такое понятие, которое называется психические заболевания. Когда ребенок начинает видеть, начинает от этого пугаться, бояться и так далее, то не хватает магния, кальция, и это может привести в дальнейшем к появлению каких-то не очень приятных ситуаций с психическим здоровьем ребенка. Я противник того, чтобы ясновидение — это никакое не ясновидение, это иллюзорное пространство.
и оно не очень хорошо для ребенка, оно истощает психическую деятельность и так далее. Ребенок может быть мнительный, и потом подхватить эту идею, и потом будет совсем все плохо. Начните давать магний, чтобы ребенок успокоился, и кальций для того, чтобы более сильнее стимулировать работу сердца, так как на фоне высокой глюкозы, гликирования гемоглобина или высокого низкого гемоглобина могут появляться вот такие галлюцинации. Кальций и магний поможет. Чтобы грудь выросла. Для того, чтобы грудь выросла, в нашей компании разработан препарат, называется мастопатиновая мазь. Смазывайте, и грудь вырастет. Пока бесплатно занимаюсь 3 месяца. Я могу сказать, что если женщина, она съедает 1 столовую ложку сливочного масла, то у нее очень быстро растет грудь. Проверено. Или 20-30 граммов гребешка. Это нарушение кровообращения, тянется дискомфортное чувство в икрах. Можете что-то посоветовать? Когда человек мерзнет, тибетская медицина говорит о том, что у него не хватает внутреннего тепла. Таким образом, человек должен убрать слизь. Говорят, что переизбыток слизи приводит к появлению вот таких симптомов. Слизь вырабатывается при помощи молочных продуктов, поэтому уберите молочные продукты, огурцы и сырые овощи из рациона питания. Начните принимать следующее. Препарат Сурактам по 1 чайной ложке 3 раза в день. Пейте в большом количестве имбирный чай. Кстати, очень часто я советую при диспепсии или неперевариваемости кишечника использовать подогревание кишечника, чем принимать горячий чай с перетертым имбирем. Также очень поможет календула. Пить календулу 1 столовая ложка на 1 стакан воды 1 раз в день, если нет запоров. Надежда Мурша. Интересует вопрос, если в семье двойняшки разнополые, можно ли проводить практики заклинания одновременно на обоих или нужно на каждого по отдельности? По идее, на каждого по отдельности. Как правильно, чтобы не навредить? У обоих практически схожие ситуации в жизни. Можно обвести их, представить одну, как будто они соединились. И вот для одной читать. Это будет уже построение тотема. Все рассказываю в ступенях. У меня вопрос. Ребенок обманывает, а теперь выяснилось, что ворует в магазинах сладости. Как помочь? Не ругать. Второе. Для того, чтобы ребенок не обманывал, вернее, для того, чтобы... Почему ребенок обманывает? Когда ребенок начинает обманывать, ему не хватает внимания, тепла. Гладьте его больше, обнимайте его больше, разговаривайте с ним больше. Не грузите его и не, как это называется, не воспитывайте его ремнем. Старайтесь больше внимания уделять. Больше, почему человек врет? Человек врет, потому что ему не хватает внимания. И он начинает это все дело как бы таким образом привлекать к себе. То есть я там, ордена Ленина, у меня родители такие-то. Почему он это говорит? Чтобы на него обращали внимание сверстники. А почему воровать начинает? Воровать начинает, потому что ему хотелось бы купить. А у него нет возможностей. Почему? Он не знает, как зарабатывать. Это говорит о том, что пришло время, скорее всего, чтобы вашему ребенку дать какую-либо работу. Давайте сделаем так. Скажите, ты, допустим, если ты каждый день, допустим, там подметаешь пол, то получаешь от меня там столько-то рублей. Если делаешь так, то получаешь от меня столько-то рублей. Ну вот так где-то. Также все время говорите или постоянно говорите: не огорчай нас, мы тебя очень любим. Не огорчай нас, мы тебя очень любим. Это такое внушение, суггестия. В дальнейшем человек перед тем, как своровать, будет говорить: мои родители огорчатся, они меня любят. Вот такие слова можно использовать во время разговора как бы для невербальной суггестии вашего ребенка. Это действительно, правда, очень хорошо помогает. Здравствуйте, дорогой учитель Андрей Андреевич. Сейчас среди людей много разногласий. Вот и в нашей семье разлад. Читаю мантру, представляю всех ментов. Подскажите, как можно усилить. Пройти первую ступень. Я там даю метод такой. Она бесплатная. Я даю метод объединения всех кровью. И метод обнималки. Вот это все эзотерически поможет вам полностью семью вашу восстановить. Это очень хорошо работает. Даю мантру Ом Катеви Катерусага Самани Соха. Используйте это, очень эффективно работает.
Виолетта Джомидава, спасибо за вас, вашим родителям, спасибо. Мы с мужем сделали развод из-за того, что ему нужно было получить гражданство другой страны. Так до сих пор не можем то расписаться. Для нас эта бумажка ничего не значит. Эзотерически имеет значение, да. Необходимо расписаться, обязательно. Тогда и материальное улучшится. Используй морковку. Я очень люблю мужа, у нас 4 детей скоро будет. Но он нашел себе другую. Подскажите, есть ли какие-либо обряды или символы от устранения измены любовниц? Мила Панферов. Здравствуйте, Мила. У вас имя красивое. Если вы ученица школы, то знаете о стаканах чувств. Это я для себя так назвала. Да, я об этом говорил на своей 2-й бесплатной ступени школы Кайлас. Все, что я могу вам посоветовать, Мила, это пройдите бесплатную 2-ю ступень школы Кайлас. Я об этом там рассказываю. У человека должен быть стакан пустой. Поэтому вам нужно делать так, чтобы вам было все равно сейчас на мужа. То есть не обращайте на него внимания, живите своей жизнью. Не бегайте за ним, не следите за ним, не ищите подвоха, и он начнет к вам по-другому относиться. Говорю это серьезно. Выполняя практики на замужество, очень хочу свою семью, но уже очень долго я одна, и вот есть внутренний напряг и тревога, находятся иногда сомнения, сложится хорошо, как это убрать, как вселить уверенность в себе. Оля Илюша и Олюсья. Ольга Олюсья, хочу вам дать совет. Совершенно недавно, буквально месяц назад, я записал новый семинар, который называется «Быстрое замужество. Обновленный 2020 года». Я очень рекомендую использовать данный семинар для того, чтобы найти себе любимого мужчину. Он очень эффективно работает. Там есть прямо в этой группе обсуждение данного семинара. И там женщина пишет: через 14 дней после покупки данного семинара сделали предложение. Там очень много мужчин начали смотреть. Поняла, почему у меня возникали вот эти проблемы вообще. Поняла саму коммуникацию, что же вообще происходит. Поверьте мне, все очень-очень несложно. Просто объяснять это здесь я не хочу. А тревога, этого не надо. Тревога возникает от того, что у человека опускаются руки, потому что человек говорит: я уже не знаю, что мне нужно делать для того, чтобы изменить свою жизнь. Но это же буквально лежит на поверхности. В случае, если ты не знаешь, то тебе не хватает знаний. А если не хватает знаний, то это говорит о том, что все, что ты знаешь, тебе не подходит. Так как если бы то, что ты знала, и то, что тебе советуют, подходило, то это бы произошло. Поэтому вы и требуете совет. А для того, чтобы этот совет услышать, необходимо его дать. И этот совет, он не на 10 минут. Это целая идея, что же такое происходит и почему у женщины опускаются руки. И там я объясняю некоторые коммуникации и мотивации, даже эзотерики. Андрей Андреевич, вы говорили, что когда просыпаешься утром, нужно сначала умыться. Да, вначале лицо, после чего руки, или вначале руки, после чего лицо. Если вы считаете, что на вас кто-то влияет, нужно набрать в правую ладошку и вот так за спину брызнуть водичку, потом в левую и тоже назад. Если вы девочка и вечером приходите домой и долго гуляли в короткой юбке, то вас могли тоже сглазить, после чего на протяжении 3, 6 или 9 месяцев такой сглаз может проявиться в виде сыпи на лице или на теле. Это сыпь от того, что вас сглазили. Убрать несложно. Перед тем, как утром пойдете на унитаз, необходимо потерпеть, подойти к водичке, набрать в правую ладонь и брызнуть на левую ногу. В левую ладонь брызнуть на правую, после чего брызнуть через левое, через правое плечо, помыть вот так руки и умыть лицо. Таким образом будет все убрано. А у меня такой вопрос. Часто я просыпаюсь в 4-5 утра в туалет, потом иду досыпать. В какой момент умываться? После первого или после второго? Если я иду в 4-5 утра в туалет, то это первые признаки, что что-то с организмом не так. Потому что человек ночью должен спать. И что же такое необходимо делать? Необходимо определить, может быть, меньше водички пить, или может не кушать на ночь, или может высокий инсулин, или может у вас там высокая глюкоза. Обратите на это внимание, потому что так происходить не должно. Человек должен засыпать в определенное время и просыпаться утром. Ночью он должен спать.
Тем не менее, если там ночью хочется по-маленькому сходить, это может быть заболеваниями почек, если по-большому, это может быть несварение желудка или несварение что-то с кишечником, дисбактериоз, допустим. И это все необходимо вот так устранять. Но, тем не менее, если вы ночью идете и вам необходимо в туалет, то не нужно умываться. Умываться и вот так мыть лицо, руки необходимо перед тем, как вы выйдете в люди, выйдете в свет, выйдете куда-то. Вообще, что это такое? Это, знаете, как очиститься, это как духовное очищение. Также и с мантрами очень часто происходит, и с кодами. Вот для чего человеку читать мантры или для чего человеку читать коды? Это, знаете, как пообщаться с Богом. Это как чистить зубы. То есть человеку необходимо прийти в какую-то норму, в более, наверное, воодухотворенное состояние. Настроить себя на то, чтобы не быть вредным зверем, нервным там, или еще кем-то. Иногда это необходимо. Со временем, когда сознание и чувство привыкает к этому, надобность или потребность в том, чтобы заниматься ежедневно, отпадает. И просто живешь вот естественно, как нормальный, абсолютно нормальный человек. То есть нет необходимости утром заниматься, читать коды и так далее. Основная медитация в такой момент, это медитация просто радуюсь жизни, восхищаюсь от того, что что-то прекрасное в жизни происходит и так далее. Хороший вопрос задали, Андрей Андреевич. Я утром просыпаюсь, у меня совершенно нет сил. Я утром просыпаюсь, совершенно нет сил. Что же мне делать, Андрей Андреевич? Хотите, я вам расскажу? Я вас вылечу от бессилия раз и навсегда. Клянусь вам, клянусь. Для того, чтобы у вас были силы с утра, найдите того, кого вы будете обожать. Серьезно, найдите того, кого вы будете обожать. Кого? Будущий дом, который у вас должен появляться. Свою работу. Найдите жертву, мужчину или женщину, которого вы будете обожать. Найдите себя, начните обожать. Скажите, я скоро прославлюсь, стану следующим там народным депутатом. Или там еще кем-то. И обожайте в себе вот это качество. Начните его обожать. Утром будете подскакивать, потому что это вас будет вдохновлять. Почему? Дело в том, что человеку необходим мотив. И когда человек просыпается, у него нет сил, это говорит о том, что у него нет мотива. Ему нужно реализовать свою любовь. Есть возраст, когда это делать необходимо, иначе будет смерть. Это возраст 40-50 лет. Если с 40 до 50 не реализовать свои желания или свои мотивы, или не захотеть их реализовать, до 60 это может длиться. Просто потом это плавно может все погаснуть, понимаете? Потом мотивы не возбуждают. И это возраст, когда переизбыток уже столько в вас этой любви, что она уже хоть куда-то должна проявиться, хоть кому-то должна быть нужна, хоть куда-то вы ее должны направить, иначе вы взорветесь, как воздушные шарики. Поэтому я очень часто говорю, то, что вам хочется свою собственную квартиру, я вас поздравляю, это большая удача. Утром просыпайтесь и говорите, я сегодня все буду делать, чтобы только моя квартира, индивидуально моя, у меня появилась. Я буду подстригать газоны, я буду мыть волосы кому-то, я научусь красить, подстригать ногти, я буду делать там эпиляцию на ногах, я буду делать там что угодно, но все буду делать, лишь бы у меня это появилось. И копейка копейки, копейка копейки. Буду это докладывать, понимаете, и буду это собирать. Это такая особенность. Если вы утром проснулись, у вас нет сил, вы ничего не хотите, ставьте тире и говорите себе, вам нужно во что-то влюбиться, в себя влюбиться и жить ради себя, в кого-то влюбиться, и этот человек должен быть мотивом, в детей влюбиться, пусть они вас мотивируют, в желание влюбиться, в имущество влюбиться, в богатство влюбиться, во что-то влюбиться. Это очень важно. Я очень уважаю целителей, которые обожают деньги. Если целитель обожает деньги, он никогда в жизни, он очень эффективным будет. Почему? Потому что это его мотивирует, ему заплатили, он хочет другому человеку помочь. Самые страшные целители, это которых деньги не мотивируют. Они делают просто так, после этого заболевают и умирают, знаете. И на этом заканчивается вот это целительство. Почему? Потому что настоящий целитель это тот, кто хочет заработать на том, что он хочет излечить другого человека.
Понимаете, как по-разному устроена эта жизнь. И деньги его мотивируют. Мотивируют что делать? Помните девочка, которая долго не занималась бизнесом, пришла и начала, прямо у нее порыв был, она начала стараться, она вкладывала свою энергию. Также у человека, которому необходимы деньги, который хочет зарабатывать, его деньги вдохновляют, тем самым у него появляется порыв что-то сделать. Вам заплатили как целителю, у вас есть порыв, вы стараетесь очень хорошо. А если вас не вдохновляет, то тогда зачем вы будете стараться? Ничего и не происходит. Вы знаете, особенность богатых людей в большинстве своем заключается в том, что богатые люди могут упереться в то, что им, у них нет мотивации, их ничего не возбуждает. У меня был вы знаете одного человека, я не буду говорить его фамилию, но я могу сказать, что все жители Украины 100% знают этого человека. Когда-то приехал к нему домой, и ему как раз делали подстрижку бровей и волос. И я с этим человеком разговаривал. У него такая прихожая была большая с левой стороны. Там охрана это сидела. Он зашел и говорит, давай там что-то нужно было с ним говорить. Привез там мужчина по имени Роман к этому человеку. И он говорит такие слова. Он говорит, Роман посоветовал с тобой пообщаться, но я утром просыпаюсь, у меня нет сил, что мне делать? И вот я этому человеку тогда сказал те же слова. Я говорю, вас что-то должно возбуждать. Найдите любовницу, которая будет сволочью. Почему? Потому что она должна будет тратить больше денег, чем вы можете украсть у людей. Я так и разговариваю. Что вам кажется, что так разговаривать нельзя? Это все абсолютно не так. Все понимают и знают, что там, кто где находится и чем вообще занимается. Я говорю, пусть будет какой-нибудь, и пусть изменяет, пусть вас это мучает, чтобы вас колотило, это будет вас... Он говорит, да не, мне это уже не интересно. Я говорю, найдите врагов 100 человек, пусть они вас ненавидят и так далее. Да, мои враги все в могиле. Я говорю, понятно, вас что-то вдохновляет, там имущество в Испании, там в Мадриде может быть, нет, детей, дети, любовниц, все нормально, вот что-то ж должно быть, себя. Вы же можете стать ордена Ленина, Дружбы Красного Знамени, символом мирового господства, превосходства и так далее. А вот это нормально. Может книгу написать? Я говорю, конечно, вот книга вам поможет. Потом звонил его друг и говорит, наш человек уже книгу начал писать, уже 6 страниц написал, уже дописывает. Я говорю, почему дописывает? Говорит, там же подход другой, просто наняли людей, которые книгу написали. Вот, и говорит, уже все, книга есть, надо встречаться, решать следующие этапы или следующие задачи. Вы понимаете? У богатых людей такое ощущение, как будто они потеряли где-то цель, понимаете? И вот им нельзя завидовать. Конечно же, они потом, как в маразме, находят себе врагов, находят кому завидовать, находят с кем нужно повоевать, находят что-то для того, чтобы мотивировать себя, чтобы еще что-то происходило. Отсюда вот это вот все... Вот этот вот весь бардак, который вообще происходит в мире, представляете, он происходит, потому что мотивы, которые могли бы удовлетворять человека, который растет финансово, они его больше не удовлетворяют. И ему нужны какие-то мотивы, куда вписываются потом религиозные мотивы, куда вписываются потом какие-то мотивы за страну, за людей, глаз за глаз, око за око, зуб за зуб, отомстим за 30 мая и так далее, и так далее. 11 параграф, 22 вопрос, 17 статья и так далее. То есть начинается вот это вот все развиваться каким-то образом, это все начинает колотить и так далее. Обычные люди отличаются от этих людей, что они утром просыпаются, у них сил нет. Почему? Ничего не вдохновляет. Вообще. В этот момент надо человеку сказать, тебя что вдохновляет в жизни? Ты хочешь быть великим? А кто же не хочет быть великим? Так пусть это будет твоей задачей. Нет, Андрей Андреевич,
Великих без меня хватило. У меня, возможно, не получится. Я не понял. Это Диоген говорил, что у него не получится? Или Леонардо да Винчи, начиная рисовать картину, думал, что у него не получится? Или Гитлер, думая, что он будет руководителем гитлеровской Германии, думал, что у него не получится? Да об этом вообще никто не думал. Не нужно вообще об этом думать. Просто делайте и все. Потому что люди часто... Я, думаете, когда-то думал, что у меня не получится сделать эзотерическую школу. Да я был самым, наверное, самым настроенным на это человеком. Я хотел, я ее делал, и все люди, которые рядом со мной тогда жили, говорили: послушай, вот Игорь Мочеренко, ты здесь есть, давай им историю расскажем. Игорь работал у меня, и в свое время я ему говорю, вот так приехал к себе в офис и говорю: с сегодняшнего дня офис закрыт. Он говорит: как, ведь куча денег, мы все зарабатываем. Я говорю: он меня не вдохновляет. Он говорит: как это может не вдохновлять, это же всех вдохновляет. А ты тоже у меня работал охранником, да, Андрей? В магазине на Большеговской, не? Я помню просто вот эти вот моменты, знаете, оно все работает, все настроено, все приносит свои деньги, но жил и достаточно много, куча людей работает, но все так надоело, нету никакой мотивации, ничего не вдохновляет и нет никаких трудностей. То есть живешь себе, все приятно, все хорошо, каждый день приходишь, носки постированы, шнурки поглажены, туфли начищены, все очень хорошо, только болеешь. Но здесь тоже мотивация, все равно выздоровлю, не помогала, все равно ничего не нравится, понимаете. И после этого или врагов найти, я сначала пробовал врагов найти, идентифицировал врагов, потом выявлял, потом начинал с ними бороться. Как известно, в каждой войне, если начинается война, сразу же она плодит большое количество врагов. Так в жизни появилось много врагов, я начал с ними бороться, начал выделять на это деньги для того, чтобы бороться, понаходил этих врагов, потом выяснял с ними отношения, мирился, потом снова боролся там, и так далее. Ну, могу сказать, что оно на каком-то этапе вдохновляло, знаете, а потом это вдруг перестало вдохновлять. Почему? Надоело. Это, знаете, одна и та же игра. Прятки. 3 дня играешь в прятки, на 4-й день уже не вдохновляет. Получается, люди, которые живут обыкновенной жизнью, они сталкиваются с тем, что им всего лишь не хватает метазадач. Они настолько погрязли в состоянии комфорта, что им не хватает просто метазадачи. Они утром должны проснуться и сказать: что меня вдохновляет, ради чего я живу? Вот настоящее проклятие — это когда утром просыпаетесь и все, и вы ничего не хотите, вас ничего не вдохновляет. В этот момент нужно быть следующей мировой знаменитостью, следующей мировой звездой, там, научиться петь, танцевать, фокусы показывать, или стать следующим очень богатым человеком планеты Земля, или хотя бы своего города, или хоть, ну я не знаю, вот нужно кем-то становиться. Почему? Пусть это хоть как-то... Есть более неглобальные задачи, которые могут мотивировать. Неглобальные задачи — это там иметь свою квартиру или иметь свою машину. Меня вдохновляет машина, я хочу к этому стремиться. Я все для этого сделаю, я готов браться за любую работу. После этого тире. И дальше червь сомнения, который должен спрашивать: точно за любую работу? Говорите: точно, за любую работу. Ну хорошо, а ты сейчас работаешь? Нет, не работаю. А что ты умеешь делать? Что умеет делать женщина, которая ничего не умеет делать? Итак, давайте я вам сегодня расскажу, что умеет делать женщина, которая имеет возраст 60 лет и которая ничего не умеет делать. Итак, она умеет стирать, убирать, умеет? Подметать и мыть умеет? Мыть посуду умеет? А готовить пищу умеет? Еще ни одной не знаю женщины, которая бы в 60 не умела делать еду. Скажите, это уже есть какие-то компоненты, которые соприкасают ее с элементами использования эксплуататором их эксплуататором эксплуатировать эту женщину. Есть уже точки соприкосновения, да. В ресторане можно мыть посуду, если умеешь там подметать, можно устроиться в клининговое агентство, если умеешь застилать, в отель, понимаете? Что теперь нужно сделать? Надо ее поискать. А если я живу в деревне и ничего не получается? У тебя на огороде получается сапать? Да, отлично. У вас много огородов? Много. Ну вот, можете ходить сапать по всем огородам. Это может принести прибыль? Вы представляете? Может. Просто там не все хотят. Знаете, с чем обычно сталкиваются люди? Они умеют это делать,
Но они не хотят на этом зарабатывать деньги. Почему? Потому что у них нет какой-то цели. На бутылку хватит и 1 часа подсыпать. А вот потом уже не вдохновляет. И этому человеку говоришь, а ты еще... Для того, чтобы хотеть еще, нужно для чего-то эти деньги зарабатывать. А так цель была только одна, бутылку купить и конец. Обычно это выглядит так, до 1 или до 2 или до 3 бутылки. А потом неинтересно. Это так было у меня когда-то, там, приехал к маме и говорю, давай наймем каких-нибудь людей, пусть они там подсыпают тебе огород. Она говорит, хорошо, в первый день пришли, подсыпали, кусочек остался. Я говорю, на 2-й день к одному из них прихожу и говорю, Володя, вы бы могли пойти еще раз досыпать? Он говорит, нет, уже нету желания. Почему? А уже нету. Когда происходит бесконечное раздражение на человека, то я рекомендую использовать в противовес этому состояние сострадания. Можно сострадать человеку. Когда начинаешь видеть, как человек тебя раздражает, и не можешь послать то чувство, которое в тебе возникает, то начинай сострадать этому человеку. Говорить себе, бедненький, вот не получается у него ничего. И после этого можете его погладить. Почему? Сострадание является высоким духовным элементом, который помогает человеку. Вот смотрите, человек страдает, а когда вы ему сострадаете, то это ему помогает. Понятно? Поэтому нужно человеку сострадать, если он кричит. Когда человек кричит, он страдает. Тогда что нужно делать? Не кричать же ему и страдать. Тогда кто будет сострадать? Тогда что нужно сделать? Когда человек кричит, ему нужно сострадать. То есть человек говорит, вот там сколько можно. Говорит, да, так и есть. Да, бедненький, конечно, мне тоже там. А еще, если вы мужчина и видите, как кричит женщина, запомните первое правило, оно звучит так. Если женщина кричит, что бы вы ни хотели сказать, ничего не говорите, молчите. Это самое лучшее, что может произойти для нее и для вас. Потому что женщина – существо, бесконечно накапливающее чувства. Также могу сказать, что женщина – существо, которое возбуждено всегда. Оно возбуждено в мозгах, в чувствах, в физическом теле. Возбуждение всегда, во всем. А мужчина – это временное возбуждение. То есть в основном он успокоенный. А потом проявляются вот эти элементы, там возбудился, не возбудился и так далее. И из-за этого женщина, она всегда возбуждена, а возбуждение, оно подразумевает бесконечное желание. Когда человек возбужден, то у него появляется желание. А когда желания, они должны как-то выплескиваться. И когда желания не исполняются, и они выплескиваются, то происходит непонимание мужчины. Что нужно сделать? Мужчина должен выслушивать эти пожелания, даже несмотря на то, что они громкие, и поддерживать этого человека, но 100% не стараться воспитывать. То есть не надо ни ультиматумы, ни крики, ни вытаращенные глаза, ни я уйду, ничего этого не нужно. Мужчины и женщины по-разному вообще воспринимают окружающий мир, по-разному ведут себя. Если женщина кричит, это не значит, что она к вам плохо относится. Если женщина кричит, это не значит, что она хочет расставаться. Если женщина кричит, это не значит, что все плохо. Просто она кричит. Покричала, после этого подождали, и после этого возобновили общение. И все. Дело в том, что если не давать женщине кричать и затыкать ее все время, то она будет вновь, и вновь, и вновь, и вновь, и вновь кричать. Вот смотрите, у меня чашка наполнена. Она пока не выльется, она будет все время набрата, понимаете? Вот она начинает выливать то, что в ней накопилось, а вы обратно ставите. Она начинает выливать, вы обратно ставите. Что нужно сделать? Так пусть выльет уже, слушайте, пусть выльет, пускай выливает. Нужно это все выслушать. Если есть обвинение, сказать, да, действительно я виноват, каюсь, больше этого не будет. Ну и все, даже если это не так. Кто умнее? Обычно мужчины, знаете, они делают так. Я все равно докажу. При этом я умный. Нет, умнее тот, кто сдержался. Раз мужчина считает себя умным, считает себя руководителем, значит, он должен знать первое правило руководителя. Выслушай и сделай все, как тебе нужно. И все. Я никогда не кричу в семье. Почему? Я всех выслушиваю. Я несколько раз выслушал вот в своей жизни, и после этого это все закончилось. Почему? Когда выслушал, после этого поддержал, после этого договорился, и после этого на это. Скажите, пожалуйста, пентакли можно несколько раз ставить? Можно.
с мужем накопили полную коробку рублевых монет, чтобы купить собственный магазин. Магазин еще не купили, а деньги можно тратить? Нет. До того момента, пока не исполнится желание, эти монеты необходимо сложить в вазу, закрыть ее сверху с надписью. Деньги, которые мы собирали, покупки магазина, скоро он у нас появится. И пусть эта ваза лежит до момента, пока магазин вы не купите. Это будет являться своего рода магнитом, который поможет вам в дальнейшем приобрести вот такой магазин. Что делать, чтобы быть здоровым? Существует ли какой-нибудь концептуал, эзотерический концептуал для того, чтобы быть здоровым человеком? Да, существует. Я хочу вам сказать, для того, чтобы человек был здоровым, он должен соблюдать правила здоровья. Первое. Общаться со здоровыми людьми. Общаться со здоровыми людьми – это общаться с теми людьми, которые не говорят вам о заболеваниях. То есть, если человек подходит к вам и начинает говорить: у меня болит это, я болею этим, у меня проблемы такие, я болею этим и так далее. Знайте, этот человек нарушает вашу конституцию, которая заключается в том, чтобы вы были здоровыми. Этот человек навязывает свои заболевания, таким образом эзотерически и энергетически вас инфицирует. Поэтому говорите: я готова общаться на любые темы, если они не касаются здоровья и заболеваний. То есть, если человек говорит: я болею этим, болею давно, вы это все выслушиваете, знаете, вы общаетесь с нездоровым человеком, не делайте этого. Также второе, ни в коем случае сами не рассказывайте никому о своих заболеваниях. Заболевания можно победить только в том случае, если нет сочувствующих. Так, если вы наберете огромное количество сочувствующих, то у вас будет ухудшение вашего заболевания. Могу сказать, что у каждого бывает отит, там, боль в ухе или боль в зубе. И попробуйте, когда у вас разболится зуб незначительно, позвонить всем своим знакомым или сделать пост в Инстаграме, Фейсбук, ВКонтакте и написать: ну вот опять у меня болит зуб, снова я испытываю тяжелейшую боль, не знаю, как с этим справиться, посочувствуйте мне. Вот если вам посочувствует 200 человек, каждый напишет о том, как он вам сочувствует искренне, знайте, вы до утра уже не доживете. Все раздуется сильно, у вас будет болеть как никогда в вашей жизни. И вы уже, скорее всего, такой зуб не спасете. Почему? Чем больше сострадающих и сочувствующих, тем сильнее боль. Это такая особенность. Поэтому делайте так: если болеете, болейте молча. Дальше. Для того, чтобы быть здоровым, необходимо принимать здоровую пищу. Что такое здоровая пища? Если яблоко с одной стороны гнилое, это говорит о том, что это яблоко кушать не стоит. Если картофель гнилой, его не стоит кушать. Если очень часто так происходит, немножко кислая еда, непонятного происхождения. Вы же не осматриваете мясо, из которого изготавливают колбасу. Поэтому я могу гипотетически предположить, что любое мясо, которое покупает человек, оно возможно от больной коровки или от больного поросенка, или у поросенка есть какие-то проблемы, которые связаны там с какими-то заболеваниями. Могу сказать, что очень часто онкологические новообразования являются следствием потребления в пищу онкологических клеток, которые можем мы употреблять в тот момент, когда у животного развилась онкологическая опухоль. Человек при этом начинает кушать такую пищу, натыкается на опухолевидные клетки, потребляя их в пищу, они начинают в нем развиваться или распространяться. Но это очень частое явление. Вообще хочу сказать, что пищу необходимо по возможности готовить самим в хорошем расположении духа, в хорошем настроении, а также избирательно подходить к приготовлению пищи и избирательно подходить к выборе продуктов питания, которые вы употребляете. Осматривайте по возможности продукты питания так, чтобы они не были гнилыми. Старайтесь принципиально не употреблять продукты питания, из которых выпорхает моль, в которой находятся червячки, или там с одной стороны или пахнет плесенью, или как-то нехорошо пахнет, или там с одной стороны сгнило. Моей мамы такое было. Очень много картошки лежало в подвале. Она выбирала только гнилую, обрезала ее и ела. Я говорю: мама, для чего вы употребляете картошку гнилую? Она говорит: ну она же пропадет вообще. Таким образом, вместо того, чтобы набирать постоянно новый свежий картофель, она постоянно выбирала только гнилую картошку, при этом всю зиму и потом
всю весну питалась исключительно гнилым картофелем. Скажите, правильно ли она делала? Это экономия, она сэкономила ей здоровье или нет? Я вам хочу сказать, старайтесь, чтобы пища, которую вы употребляете, была по возможности живой. То есть это по возможности сорванная только что с грядки или собранная там очень недавно, имеющая вкус хороший, имеющий запах, имеющий внешний вид. Тогда тело будет пышным, красивым. Также старайтесь использовать нерафинированные масла, оливковое масло с хорошим запахом. Дальше. Естественно, хочу сказать вам, что здоровье, оно происходит от слова здорово. Наверное, каждый с этим согласится. То есть здорово живем, здоровье хорошее. А скажите, какое имеет значение еще слово здорово? Это когда все в жизни получается. Согласны с этим? Так вот, я вам хочу сказать, что в этом есть определенная идея. В тот момент, когда человек на протяжении своей жизни делает что-то и у него не получается, это приводит его к ухудшению здоровья. Именно поэтому я считаю, что одни из самых главных концепций, которые приводят человека к ухудшению общего самочувствия или состояния, это элементы восприятия разочарования. То есть в тот момент, когда вы в чем-то или в ком-то разочаровываетесь, это скорее всего в дальнейшем и ухудшает ваше здоровье. Поэтому для того, чтобы не разочаровываться, необходимо не очаровываться. А также не перекладывать на человека там обязанности, не думать, что человек какой-то особенный, не думать, что все всем там уважать этих людей, относиться с нежностью, относиться с пониманием. Не делать так, чтобы быть требовательным, быть тем человеком, который очень разочаровывается в случае, если что-то делается не так, как он захотел. Одним словом, здоровье в наших руках. Спасибо большое за все старания для нас. Счастья и здоровья. Спасибо, очень приятно. Скажите, пожалуйста, как можно с помощью эзотерики найти вора на работе? Появился человек, который ворует деньги или товар. Нужно взять обсидиант или любой черный камень, агат, или сделать бусы из агата или черного камня любого. После этого брать эти бусы и говорить, пусть человек, который ворует в нашем бизнесе, находится в бусах до того момента, пока не отдаст. И просто эти бусы на протяжении дня вот так переворачивать. Поверьте, этот человек сам себя выдаст, его начнет мучить совесть, и все, что он украл, отдаст. У детей глисты, что происходит? Пятна под глазами. Понятно? Поэтому если пятна под глазами, не пятна под глазами, а темные, как бы впавшие глаза. Если темные впавшие глаза, то это ребенка ночью мучает аскариды, видимо. И он ночью начинает чесать там сфинктер заднего прохода. Ему это не доставляет там удовольствия, не может никак заснуть. Его какое-то время это беспокоит. Но это же неправильно, что в этот момент мы должны подозревать почки. В этот момент мы должны подозревать аскарид. После этого пролечить правильным курсом лечения. Знаете, какой самый простой способ вывести всех глистов из организма? Обыкновенное принятие белой глины. Белая глина убирает все виды глистов из организма, включая заболевания глистов в печени, в голове и еще где-то. Но, во-первых, глина не должна быть токсичной. Она не должна быть токсичной. И я в этом случае рекомендую вам глину белую, которая называется каолин и продается в моей любимой компании «Тибетская формула». Почему? Она изготовлена правильно, она проходит радиоактивный контроль. Знаете, если вы не верите, я могу вам показать, как можно запечатать мусор, который мы насобираем на улице, в пакетике и уже послезавтра продать в аптечную сеть. Я знаю, как это делать, как никто. Я говорю это серьезно. И поверьте мне, на этом мусоре укажут, что он был собран правильно, что он радиоактивно безопасным. Почему? Бабло побеждает зло. Поняли? Поэтому, если платить, то это все можно продвинуть в любом месте, в любой стране. Поэтому, когда мы приходим, начинаем там верить или не верить, я вам говорю так. Если нету директора, и вы не смотрите ему в его глаза, и он не несет ответственность, тогда доверять не стоит. Здесь вы видите владельца компании, который вытаращенными глазами убеждает, что наша глина самая лучшая. Все претензии готов выслушать в дальнейшем, если будут такие. 1 чайная ложка на 1 стакан воды. Принимать нужно это 15 дней. Сразу же хочу вам сказать. Да, сразу же хочу вам сказать.
Какие противопоказания? Наличие гипертонического заболевания сердца. При гипертонии нельзя. Нельзя. Какие показания при заболеваниях туберкулеза и заболеваниях легких, эмфизема и так далее? Глина первое дело. Вообще, в случае, у меня недавно была такая ситуация. Мужчина позвонил и говорит: Андрей Андреевич, я ваш ученик, но очень сильно выпиваю алкоголь. Как начинаю, 3 недели и не могу ничего сделать с собой. Что мне делать? Я говорю ему: попей глину. Он говорит: какую глину? Я говорю, ну, выпиваешь, тут же наболтай себе вот в стаканчике и выпей. Что тебе мешает? Между приемом порции веселящего вещества принимай белое вещество. Тебе какая разница, все равно пьешь. Говорит: ну ладно, пришел, сам не пришел, там подругу прислал. Пришла такая же, знаете, после этого размешали. Вчера приходил днем сюда, сел и говорит: у тебя что, глина заколдованная? Я говорю: почему? Говорит: выпили, мгновенно отпустило похмелье. И говорит, мгновенно все перестало тошнить, все перестало болеть. И говорит, вообще отпало желание выпивать. И отвращение. И это говорит, что за один раз возможно? Возможно. Представляете? Возможно. Подпаивайте, ужас, какое слово плохое. Подпаивайте тех людей, которые выпивают в вашей семье вот такой белой глиной. Пусть пьют, ничего страшного. Вы увидите, как белая глина убирает у человека возможность в дальнейшем курить и принимать алкоголь. Не напрасно я говорю очень часто такие слова. Бог создал человека из глины, поэтому человек есть прообраз энергии вот этой вот глины. Вы знаете, она, вероятнее всего, имеет еще и определенную какую-то или эзотерическую, или духовную силу, потому что очищает человека от грязи. От любое отравление глина, она самый лучший сорбент. У нас в семье ребенка отравление, глина, это же лучше, чем давать ему антибиотики. Понимаете? Дальше там жена заболела, первое, что даем, глину. Там где-то что-то заболело, сразу же глины намешали, отравились, глины намешали. Там кто-то очень сильно там отравился после алкоголя, глины намешали. Знаете, помогает во всех случаях. Вообще считаю, дома все-таки вот такую баночку есть смысл. Эзотерика — это наука для людей, у которых уже нет шанса. То есть это эзотерика, это когда человек приходит в эзотерику, это человек, который уже везде потерялся. То есть у него мозги не работают, тело отказывает, в любви не состоялся, везде все очень плохо. И после этого он меняет свою жизнь при помощи применения практик эзотерики. Так вот, наша эзотерика, эзотерическая школа Кайлас, она отличается от остальных видов эзотерики, она отличается своей философией. Если человек не практикует философию, а ее можно практиковать и можно прочитать и о ней забыть, то после того, когда он не практикует философию и использует методы, которые вычитывает или высматривает на первых ступенях или остальных ступенях, и после этого придумывает личную мантру, или получает личную мантру, или использует какие-то методы, то они работать и действовать не будут. Хотите вы этого или нет? Потому что самое важное в моей школе, я об этом говорил, повторял и буду повторять всегда, это наша философская традиция. То есть у нас есть яркая философская традиция, мы идем по этой яркой философской традиции или для кого-то не яркой, и мы ее придерживаемся. А практики и эзотерические методы — это то, что нас подталкивает, как бы доливает в наш двигатель внутреннего сгорания дополнительную энергию для двигателей, которые должны плыть по реке жизни. Таким образом у нас и формируются наши методы. Если вы хотите, чтобы методы вас меняли, то они вас не поменяют, они сделают только хуже вам. А еще, если вам эзотерика не нужна, зачем ее практиковать? Разве мало в мире интересных занятий, которыми можно... Уксусное обертывание головы выполняется так. 4 столовые ложки уксуса яблочного или можно не яблочного на 1 литр воды. Вмакивается салфетка, выжимается, после чего оборачивается голова вот так и вот так. Сверху полотенце. Человек должен лечь и лежать не менее 30-40 минут, после чего голову помыть с шампунем. Это нужно делать через день, где-то 30 раз. Второе, необходимо принимать препараты сорбенты.
Препарат Сорбент у нас есть, называется этот препарат антитокс. 1 чайная ложка 1 раз, желательно на протяжении дня, можно с водой. Вот такой вот коктейль необходимо принимать. На 1 стакан холодной воды добавляется 1 чайная ложка антитокса, 1 чайная ложка каолина и 1 чайная ложка лонгина. 1 стакан 1 раз в день. Третье. Необходимо взять любое бревно березовое, сжечь его, пепел отсеять, и после чего вот этот пепел принимать. 1/4 чайной ложки, можно на стакан воды пить необходимо 1 стакан 1 раз в день. Принимать мои препараты. Первый препарат Сирантал, второй препарат Диторекс, третий препарат Морбустоп. По 2 таблетки 3-4 раза в день. Ну и для улучшения общего состояния кишечника, как ни странно, я считаю, что именно проблемы, связанные с кишечником, в дальнейшем и приводят к появлению эпилептивных судорог. И препарат Эмбрио Плюс по 1 таблетке 3 раза в день. Если это делать на протяжении 2 месяцев, вы получите стабильность и улучшение общего состояния здоровья, вплоть до того, что в дальнейшем на протяжении года можно будет отменить препараты там, карбамазепин или депакин, которые принимают. Меня зовут Андрей Андреевич Дуйко, я руководитель эзотерической школы Кайлас. Я сегодня отвечу вам на вопросы, которые вы задаете мне онлайн, а также я выписал ряд вопросов, которые вы задавали в моей группе Дуйко, Кайлас и РТЕ. Итак, Наталья. Всем добрый вечер. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, почему идет разное толкование цифр в фэншуй и эзотерике? Например, 8 в фэншуй означает деньги, финансовый успех, удачу. И даже Лилиана Ту в своей книге «Фэншуй. Блуждающих звезд для периода 8» напечатала свое фото рядом с золотой 8, усыпанной алмазами, почти с нее роста. А в эзотерике, как вы сказали в одном из своих видео, число 8 считается самым опасным эзотерически. Оно как бы раздваивает человека на 2 части. Да, я как считал, я так и считаю. Оно раздваивает человека в случае, если носить 8 на себе, или вот это изображение, которое сделала Лилиана, поместить в офисе, то все обязательно начнут расходиться, разрывать отношения, бизнес развалится и в дальнейшем будет совсем все плохо. Именно поэтому такую 8 я бы не рекомендовал рисовать. Ну а знаете, каждый что-то себе придумал и начинает там это поддерживать. Я все-таки более, наверное, практик, чем теоретик. Именно поэтому я объясняю это все с практической стороны. Вера, здравствуйте, Андрей Андреевич, всем присутствующим. Скажите, пожалуйста, можно ли помочь эзотерически внучке 5 лет? Тугоухость левое, ушко не слышит. Ну, о чем вы сейчас спрашиваете мне? Мы же не лечим здесь. Причем тут эзотерика? Проходите мои ступени. На ступенях все есть. Я даю такие рекомендации в своих вебинарах. Называется эзотерическое целительство, 1 часть, 2, ментальные виды целительства и так далее. Все, читать я не буду ваши комментарии, получается, они не очень нужны. Вновь начинается, когда я выйду замуж и как мне продать помещение. Ну что, о фанатизме и эстетизме. Очень часто женщины задают такой вопрос, он звучит так: Андрей Андреевич, каким образом научить себя или приучить себя не объедаться? Как сделать так, чтобы не переживать за что-то? Как научиться делать так, чтобы воспитать себя, что ли? Вы знаете, что в большинстве своем человеку нужно развить только одно качество, оно несложное. Вообще, эти качества, они такие противоположные. Вот смотрите, как на Новый год обычно это происходит. На Новый год можно эстетично поесть, а можно фанатично объесться. Можно такой вот эстетизм и фанатизм, он всегда присутствует у людей. Именно поэтому я всегда призываю к эстетизму больше, чем к фанатизму. Как научить себя не превращаться вот в такого поросенка, не превращать себя в фанатика? Для этого необходимо знать важность лишь одного слова. Это слово неважность. Очень важно понимать, что все не важно. Таким образом, такая игра слов получилась. Таким образом могу четко утверждать, что когда человек, допустим, садится кушать и говорит: ой, я сейчас как наемся, в этот момент он может себе сказать:
Да, конечно же, я хочу кушать, но еда для меня в большом количестве это не так важно. Или это не важно. Или объедаться это не важно, а важно поесть. Таким образом, в случае, если человек начинает произносить «это не важно», он теряет важность этого момента и в дальнейшем начинает себя контролировать. Понимание того, что это не важно, как обычно считает человек, и помогает человеку справиться вот с такими неприятными состояниями. Поэтому каждый раз, когда вы будете садиться за стол поесть, и перед тем, как вы начнете кушать, говорите «это не важно для меня сейчас». Женщина спрашивала: Андрей Андреевич, каким образом можно отключиться от энергетического влияния? Как сделать так, чтобы энергетическое влияние перестало на меня действовать и так далее? Сразу же хочу вам сказать, любое энергетическое влияние возможно на человека, но только лишь до того времени, пока он этого боится и считает это очень важным для себя. В случае, если человек относится к этому пофигистически, я извиняюсь за такое принципиально простое ругательное слово, то это перестает на него действовать. Невозможно энергетически воздействовать на человека, как правило, невозможно воздействовать энергетически на человека, который не боится и который относится к этому с абсолютным бесстрашием, абсолютно игнорируя любое зло. Человек, который игнорирует любое энергетическое воздействие, на него воздействовать невозможно. Именно поэтому очень часто предварительным является внушение человеку, что на него будут воздействовать, объяснение, толкование, что это будет на тебя происходить. Обычно кто-то это навязывает в виде идеи и так далее. Именно поэтому я всегда считаю, что игнорирование того, что на вас можно воздействовать, является одной из самых мощных защит, которые человек может себе поставить. Может ли человек, имея определенные виды энергии, влиять на других людей? Да, такое тоже существует. Но обычно это делается уже за большие деньги, делается это для очень богатых людей, и миссии там, ну или задачи ставятся совершенно другие. То есть, если это обычный человек, если никто не заплатил, то никто специально воздействовать не будет. А если и будет специально воздействовать, то воздействие возможно. Если этот человек запуган, боится, хочет защититься, на него воздействие будет действовать. Дальше, 4. Кризис обычно, в котором люди находятся, или в который произойдет, или пойдет вслед за тем, что мы называем сейчас карантин, а кризис будет, я об этом рассказывал на своем прошлом вебинаре. Кризис обычно человек может рассматривать с двух концепций. Первая концепция это все-таки опасность, и вторая концепция это возможность. Каким образом выбрать для себя возможность и как не выбирать опасность? Возможность может прийти к человеку, но лишь к тому, который радость испытывает или который на радости сосредотачивается. Возможности не может быть, если человек напуган. Почему? Страх всегда вызывает у человека оцепенение. Именно поэтому, если вы хотите, чтобы у вас появилось огромное количество проблем, которые произойдут следующими за карантином, вы должны начать искать негативную информацию, которая будет вас запугивать, и будущего у вас не будет. Я вообще считаю, что человеку очень несложно поставить в стойло. Необходимо этому человеку постоянно говорить о том, как все плохо, о том, что мир вокруг весь катится в пропасть, о том, что у них еще хуже, чем у нас. Говорить о том, что вокруг все очень плохо, все умирают, вокруг, одним словом, запугай человека. Страх вызовет у человека оцепенение, страх вызовет у человека желание ничего не предпринимать, у человека максимально появится идея, что мне делать, если вокруг столько опасностей. Лучше я буду оцепенен и буду тихонечко ходить на работу, тихонечко не стремиться ни к чему большему, тихонечко наслаждаться жизнью такой, какая у меня есть, и ни к чему больше стремиться не буду. Буду потребителем, обывателем, ни на что не надеющимся человеком. Таким образом, если человек ищет информацию, которая вызывает у него страх и оцепенение, если человек напуган, то возможностей у него никогда не будет. Страх можно убрать. Каким образом убирается страх? Самый простой способ.
это верить во все хорошее или же жить ради чего-то. То есть я это сделаю ради своих детей, ради своей страны, ради там еще чего-либо. Также человек обычно может, если человек говорит, допустим, я верю в Бога, поэтому бояться я не буду. Пусть Бог меня создал, он и боится. Кризисы приводят человека к пониманию тайны жизни, к пониманию смысла жизни, к увеличению духовного пространства, переоцениванию ценностей, где путь одиночки переходит на путь семейственности, общественной организованности. Появляется правило ценностей правдивости и доброты как фактора повышения духовного развития человека. Именно поэтому я считаю, что кризис, конечно же, это плохо, и карантин это плохо, и то, что произошло вообще, это плохо. Тем не менее, духовный путь обычно сложен, он начинается с каких-либо проблем. И именно сейчас семьи начали объединяться, очень многие люди начали поддерживать в этот тяжелый период друг друга. Обычно люди в обычной жизни живут как одиночки, не обращают внимания на родителей, пробуют выживать. А когда произошел кризис, вновь появилась идея семейного объединения, вновь начали обращать внимание на стариков, на место своего рождения, начали думать о том, что семейственность это все-таки хорошо, начали проявлять заботу, добродетель, доброту, смиренность какую-то, одним словом, двигаться на пути духовного роста. Поэтому как ни крути, все равно, несмотря на то, что это плохо, с другой стороны, все равно на первое место можно поставить семейные ценности, которые, как ни странно или как ни прискорбно, наверное, сейчас именно выйдут на первый план. И это, конечно же, будет фактором повышения общего духовного развития человека. То, что сейчас является для человека страхом, может являться в дальнейшем для человека элементом его успешности. Допустим, человек может рассматривать свой страх выступления перед публикой и произносить следующие слова: ой, мне страшно, как же я буду выступать, а если они поймут, что я не готов, что же я буду делать? И как это переформатировать в сторону своей успешности, можно говорить: я сегодня выступлю перед этими людьми, и эти люди в дальнейшем купят мой продукт, эти люди в дальнейшем сделают меня богатым или сделают знаменитым, смогут создать новую жизнь и так далее. Таким образом, как бы страх можно трансформировать, продолжая его и делая его своей сильной чертой. Здравствуйте, с 1 мая. Отец моего сына должен мне много денег. Брала кредит на себя. Уже долго не могу вернуть эти кредиты. Как только он собирается отдавать, планируется и как-то сразу случаются какие-то проблемы с заработком, и он не отдает. Как это изменить? Может ли быть это из-за того, что я думаю, что все эти кредиты на мне и мне и самой платить? Не знаю же, как вылезти из этого. Вам, Юлия Сасона, необходимо пройти мою первую ступень школы Кайлас. Я там об этом рассказываю. Как вернуть кредиты, как сделать так, чтобы их отдали, как сделать так, чтобы вы не платили и так далее и тому подобное. Этот вопрос, считаю, должен рассматриваться на моей ступени, и там эти вопросы я рассматриваю. В моей практике или в моей жизни такое было. Один из моих знакомых занял у меня большую сумму денег. Даже не так. Он эти деньги не занял, он эти деньги у меня фактически отжал. Таким образом, когда пришло время расчета, этот человек начал обвинять меня в чем-то, после этого избегать возможности общения, после этого сказал, что расчета он не сделает, хотя деньги были, и вообще я эти денег не заслужил, хотя в самом начале мы договорились. Сумма была абсолютно обозначена, эта сумма была достаточно большой. У меня есть принцип жизни, я прямо рекомендую обратить на него внимание. Этот принцип жизни с позиции обычных людей несправедлив. Этот принцип жизни звучит так: я верю, что я деньги заработал, и если я эти деньги заработал, то они мои навсегда. Даже в случае, если их кто-либо забирает. Об этом я очень подробно рассказывал на своем семинаре, который называется «Магия денег и доктрина бизнеса». Деньги, заработанные кем-то, всегда остаются деньгами, принадлежащими этому человеку. В случае, если эти деньги ваши, то можно после этого эти деньги отпустить и не ждать, что их отдаст этот человек. Они придут так быстрее другим путем.
Так произошло и у меня. Те деньги, которые этот человек у меня отжал, в дальнейшем эти деньги очень быстро ко мне вернулись, только другим путем. Это дало мне или создало возможности. Если человек верит в Бога, то может четко понимать, что деньги, которые у вас отжали нечестно, будут вам полностью возвращены. Второй вариант, когда у вас мужчина повесил на вас долги, и теперь вы вынуждены их отдавать, вы можете сказать себе, я эти деньги буду отдавать, но он будет моим должником. И после того, когда это произойдет, если человек станет вашим должником, знайте, вы по-любому можете в дальнейшем или по-любому эти деньги вам вернутся, даже в случае, если вы не будете их забирать. Таким образом, эти деньги, если их не забирать у мужа и не обращать на это внимание и самим выплачивать, и написать долговое такое обязательство, которое я даю, кстати, под запись, по-моему, на второй ступени обновленной, второй ступени школы Кайлас, то в дальнейшем человек может решить такие вопросы или решить такие проблемы и забрать не только деньги у этого человека, а еще и сделать его должником и в дальнейшем забрать у него здоровье и везение, и почет, и уважение, и все остальное. Главное не попадаться. А вот так просто перед людьми сейчас дать такую информацию, ну, я бы не хотел, ну и в общем-то не имею права. Что делать, чтобы земля давала урожай? Вот, есть такой вот вопрос. Для того, чтобы земля давала урожай, необходимо провести обряд. Сказать: сладкая моя земля, ты меня кормила сладкими фруктами, овощами и давала мне жизнь. Я хочу тебя отблагодарить. И после этого взять кастрюльку, насыпать туда сахара и вдоль поля поразбрасывать этот сахар. И сказать: это тебе сахар, а мне в дальнейшем урожай. И после этого обещаю, у вас обязательно урожай будет. При этом нужно каждый день представлять, будто над вашими деревьями светит огромное солнце. Если выполнять такой обряд 30 дней, то урожай у вас будет большой. И сад или что там у вас будет процветать и будет давать больше, чем вы даже хотите. Можно ли запечатывать свой энергетический кокон в общественных местах? Зачем? С целью хорошо себя чувствовать, не обмениваться со множеством людей. Делайте ритуальную защиту. Помните, я ее даю на ступени Айм Хридая Намах, Ом Клим Шрай Сваха. И не нужно будет вам запечатываться. Ритуальную защиту человек один раз утром делает, после этого ничего не нужно делать. Добрый вечер. Скажите, у меня дочь пьет литр за раз вина. Только родила, грудничок 2 месяца. Я с ними не живу, даже не знала ее проблем. У моего отца, который платил алименты, сын алкоголик, 30 лет, пьет. Скажите, как не повторить судьбу отца? Мама алименты брала. Можно как-то откупиться? Первую ступень купила, практику в счастливую жизнь ее поднимаю, от бутылки трясу. Если будете выполнять вот то, что вы сейчас написали, то ребенок бросит в дальнейшем пить. Ничего дополнительного делать не стоит. Ученик школы, поможет ли духовное имя защититься от гадалок или может есть какой другой метод? Поможет защититься. Скажите, пожалуйста, вот есть коды, которые произносятся закрытыми глазами. Например, коды отключения от эгрегоров или коды для избавления от негатива. Можно ли их произносить мысленно перед сном, лежа в постель с закрытыми глазами? Будет от этого польза? Не будет. Их нужно делать сидя с закрытыми глазами и не ночью. Ученик школы, поможет ли духовное имя? Я ученица школы 2 бесплатных, потом обновленных. Сейчас пока в отпуске, с утра практикую какой-нибудь сангая, прохожу РТЕ с 1 опять. Сангэ, правильно ли я делаю? Правильно. Дани написала, что вступила в мае в РТЕ. Спасибо за ответ. Все правильно делаете. Вы забываете, что одно из самых важных или главных условий звучит так. В нашей школе есть условия не заморачиваться или не париться. Не забывайте об этом, это очень важная философия. Можно ли слушать шумы в офисе, где есть люди? Да, можно. Доброго времени, помогите эзотерически. На фоне стресса, может быть, разболелся зуб под коронкой. Вчера не снимали, ничего не показала, каналы чистые. Врач сказала, воспаление могло развиться из-за штифта, на чем прикреплена коронка. Пью антибиотик, но восстановление усилилось зуба в виде белого пятна с кровоподтеком. Что делать? Вы ученица школы или не ученица? Дальше. Семья объединяет спокойствие
поддержкой, добротой. Разъединение разъединяется. Андрей Андреевич, каким образом можно семью объединить? И что такое у нас происходит, что мы все время ругаемся? Всегда необходимо помнить, семья объединяется в случае, если есть спокойствие, поддержка и доброта. В случае, если ребенок к вам приехал, и он может запросто лежать, ничего не делать, чувствовать, что это его защищает, то он будет в дальнейшем и помогать, и приезжать, и думать о том, как вы живете. Но в случае, если ребенок приехал, и у него будет там огромное количество работы, много претензий, требований, напряжения, обиды, то в дальнейшем такой ребенок не захочет к вам приезжать, потому что ему будет одному лучше. Именно поэтому я всегда советую, пусть в семьях будет ощущение такое, что это для человека крепость, чтобы люди всегда хотели приехать в такие семьи. Вопрос такой, почему ведьмы предпочитают темное время? Кстати, поздравляю вас с Вальпургиевой ночью, которая была вчера. Чем интересен день 1 мая? 1 мая можно провести обряд, он звучит так, огненная пуджа. Если взять огненную пуджу или сделать какой-нибудь факел, и у вас есть дом или квартира, или свечу, и обойти по часовой стрелке несколько раз дом, квартиру или место, где вы проживаете, то уберутся или исчезнут все энергетические проклятия, которые могли бы там присутствовать. Делается это именно 1 мая. Почему ведьмы предпочитают темное время суток? Я не знаю, там никогда не был. Если честно, я никогда не видел, как ведьмы собираются и где они собираются. Я думаю, что это мифология, и она откровенно не очень соединена с настоящим миром. Но тем не менее, мифы эти существуют. Но я отвечу, почему ведьмы предпочитают темное время суток. Ответ мой такой, видимо, они используют или берут во внимание элементы страха тьмы, которые возникают у человека, когда он боится. То есть чем темный маг или чем ведьма может воздействовать на другого человека? Она может воздействовать на него страхом. И страх она может накопить, если она ночью будет ходить по кладбищу или там пойдет куда-нибудь, где туман. Таким образом, человек же боится там темных чащ, там тьмы, темноты, туманы и так далее. Почему там они в 3 часа ночи это делают? Ну почему вы решили, что в 3 часа ночи? Наверное, они это делают, когда темно. Идут куда-нибудь, тот страх, который у них возникает, и здесь 2 варианта. Либо они воду перед собой держат, для того, чтобы ее страхом зарядить. Либо они боятся и накапливают вот тот страх, который возникает, чтобы его потом в себе свободно, контрольно там выплескивать или кому-нибудь передавать. И после этого используют это для себя как ресурс. У меня была знакомая женщина, она лечила детей от энуреза следующим образом. Она брала 3-литровую банку и с этой 3-литровой банкой воды, когда очень темно и луны нет, выходила к захоронению людей, к кладбищу. После этого приходила на кладбище, вокруг первой могилы ходила по часовой стрелке 5 раз. После этого возвращалась домой, и когда шла, вся тряслась. И потом вот эту воду давала пить тем детям, которые болеют энурезом, и у них это исчезало. И она говорит, вот так я лечу. Ну, я понимаю, как она лечит. Если энурез возник из-за того, что ребенок испугался, то если облучить эту воду страхом, то будет аналогичный такой вот метод, как, допустим, подобное убирается подобным. То есть антидот страха убирается вот такой водой, которая предварительно была облучена вот таким страхом. Ведьмы ночью собирают и накапливают страхи, которые в дальнейшем влияют на окружающий мир. Как забыть человека? Задала такой вопрос женщина. Мой ответ такой. Для того, чтобы забыть человека, нужно знать, что алкоголь не поможет. Самозапирание в квартире не поможет. Это только ухудшит состояние ваше. Всегда помните, для того, чтобы забыть, нужно, чтобы жизнь била ключом. А это невозможно в случае, если человек сидит дома, смотрит телевизор и страдает. Страдание будет увеличивать страдания, если вы будете в 4 стенах, смотреть фотографии, думать все время об этом человеке. Первое, удалите телефон. Второе, удалите фотографии. Удалите все вещи, которые связаны с этим человеком. Не общайтесь с друзьями, которые знают этого человека. 3, не сидите дома, обязательно где-нибудь гуляйте. 4, не пейте алкоголь. 5, найдите как можно больше знакомых и друзей. 6, постоянно с кем-нибудь общайтесь, так, чтобы этот человек вам нравился.
Я не знаю, сейчас есть какие-нибудь там видеофорумы, где можно общаться, чаты какие-нибудь, где можно общаться с человеком. Занимайте себя. Телесериалы, новости не помогают человеку забыть о другом человеке. Ну еще ни в коем случае нельзя сидеть дома. Об этом более подробно я рассказал на семинаре, который был в пятницу, но 2 недели назад. Так и называется «Почему мужчины не хотят семейных отношений» и так далее. У меня сосед попросил на неделю деньги, это было в 2000 году, до сих пор отдает. Напомнила, один раз встретив его, сосед через стенку о долге, на что получила ответ: а что ты мне об этом напоминаешь? А я одна поднимала 2 малолетних детей, поняла, что это может быть об этих деньгах. Ну и зачем вы это написали? Ну я вас поздравляю, и что? Вы пожаловались мне на соседа, ну зачем? Непонятно вообще. Когда я выпустил первую ступень, то во время первой ступени я говорил такие слова. Я говорил: люди, не берите в долг никогда. Помните, я говорил на первой ступени: деньги, взятые в долг, рано или поздно придется отдавать. Берешь чужие, а отдавать придется на постоянно и свои. Именно поэтому в долг брать деньги нельзя. Также мне не нравятся страны, которые говорят о том, что они занимают деньги Международного валютного фонда. Почему? Ну вот представьте себе, я, допустим, бизнесмен, и моя жизнь связана с моим бизнесом. И оборот моей семьи, или вернее оборот моего бизнеса достаточно, чтобы моя семья питалась, там, чувствовала себя хорошо. Но это также работает и государство. То есть в случае, если государство работает хорошо, то будет достаточно денег всем. А в случае, если государство имеет управленцев, которые делают все для того, чтобы оно не функционировало, то и при этом еще говорят людям о том, что они в долг берут, но мне кажется, это немножечко неправильно. Конечно же, государство, которое говорит как один из элементов достижений, то, что они берут в долг, но это, по-моему, очень глупо. Я хочу вам сказать, не берите в долг. Не берите в долг, потому что деньги в долг берутся у будущего. А если деньги у будущего брать, то оно в настоящем не отдается. Также в случае, если вы боретесь и хотите, чтобы правда была на вашей стороне, всегда помните. Для того, чтобы правда была на стороне вашей, вы должны игнорировать зло. А игнорировать зло — это быть холодным ко злу. Таким образом, если у вас суд и это вас возмущает, вы злитесь, ругаетесь, материтесь, всем рассказываете, вы его проиграете. Потому что побеждает тот, кто более хладнокровен. Игнорируйте зло, будьте холодными к злу, не страдайте из-за зла, тогда вы будете всегда в выигрыше. Вот в этом случае вам код поможет. А если вы будете обвинять всех, рассказывать об этом, то вы никогда в жизни ничего не сделаете. Я вообще когда-то говорил: не критикуйте, не ругайте, не обвиняйте, радуйтесь. Таким образом жизнь будет другой. Ну а вы в основном вновь начинаете мне то же самое писать и говорить о том, что в 2000-м заняли кому-то деньги, этот человек послал вас и так далее. Зачем это тянуть? Махните рукой, не об этом вообще не думайте, деньги вернете. Андрей Андреевич, сотрудники медицинского центра, в котором я работаю, спасаемся шумом от вирусов, которые вы создали. Спасибо. Сейчас в школе Кайлас акция. Многие коллеги хотели бы приобрести вашу продукцию, но техническая поддержка занимается проволочкой. То просят переслать чек оплаты, то скриншот, то отправляют запрос для разбора к менеджеру. Даже если не получается отослать мне шум, пусть эти деньги пойдут как пожертвование и просад на духовное имя, тоже пожертвование. Ну а дальше, как оплачу ступень, тоже ничего не получу. Как поступать, Оксана? Оксана, ну вот прямо сейчас ваше вот это письмо я отправлю в службу поддержки. Я отправлю в службу поддержки, вот сейчас, чат. И сейчас прямо заставлю, чтобы этот чат что-то ответил.
И сейчас поддержим. И нужно говорить, что это всегда проволочки. Служба поддержки работает, там работает много людей, обычно это делается быстро. Если взяли деньги в долг, еще не знакомы со школы, так теперь этого не выбраться никогда. Выбраться просто будет сложнее, чем если бы без этого. Это опять я по поводу зуба. Прохожу бесплатную ступень. Извините за наглость, я ни при чем. Ну так и я же ни при чем. Я не буду вам помогать. Если вы хотите себе помочь, используйте практику, представляйте улыбку там, где зубик и так далее. Используйте обезболивающий препарат. Я понимаю, что болит. Мы не можем в это поверить. Сделали, как вы сказали. Спросили на спичках, крадник ли некровная родственница Валентина. Спички показали да. Прочли уай о чай. Она не останавливается. Как ученики третьей ступени уже чувствуем, что неприятности у нас неспроста. Посоветуйте, как ее остановить и вернуть свое. Спасибо. Читайте дальше уай о чай. Все, что ваше, все заберете. Можно играть в карты и зарабатывать при этом на жизнь. С точки зрения эзотерики это плохо или нет? Или можно это считать своим бизнесом? Я считаю, что зарабатывание на картах в дальнейшем приведет вас к плохой судьбе. Это неоднократно я видел в жизни. Это веселая жизнь, но она закончится нехорошо. В вашем конкретном случае ни в коем случае не продолжайте. Завязывайте с этим. Будете очень в жизни страдать. Жизнь пойдет под откос. С праздником, подскажите, приобрела эзотерический тренажер, сколько по времени его слушать? Я не знаю, по 5 минут слушайте 2 раза в день. Являюсь ученицей. Во время, когда я давала деньги, эта женщина мне дала бусы и сказала, это подарок. Мне, наверное, нужно отдать ей бусы и надеяться на отдачу денег. Что мне делать? Ничего не делать, не носите бусы. Положите их куда-нибудь, желательно в черный мешочек. Самый простой способ сделать так, чтобы человек вернул деньги. Необходимо взять агат, шарик такой черненький, такой, чтобы был с 2 дырочками. Представить, будто человек сидит в этом шарике, одеть его на веревочку на себя, так, чтобы он болтался, и сказать, будешь сидеть до того момента, пока деньги не отдашь. Поняла? И после этого носить на себе. Таким образом, человек деньги наверняка отдаст. Если человек хочет, чтобы жизнь ему давала, он должен жить сознанием восклицательного знака. Если чтобы забирала, под знаком вопросительного знака. Таким образом, если человек все время задает вопросы или кого-то, если человек все время задает вопросы, а как сделать, а что делать, а как же быть и что делать, то не будет приходить материальное благополучие. Живите наоборот. Восклицательный знак — это когда человек восхищается. Вот это да, скоро будет, надо же, я попробую, снова попробую и так далее. А не, ой, почему не получается, у всех не получается, почему ни у кого не получается, а у всех людей. Вот так нельзя. Как только закончится карантин, можете меня потом вспомнить. Сразу же начнут говорить о том, что на планету падает астероид, и что нам скоро будет конец, и что эти последние 10 лет будут самыми последними, и потом будет потоп. Я уже столько этой информации получаю, знаете, как в песне Высоцкого. То тарелками пугают, дескать, подлые летают и так далее. Код Анджун Янум Акин работает? Да. Уважаемый Андрей Андреевич, рада видеть вас, спасибо. О другом напишу лично на телефон. Ну, спасибо. Подскажите, пожалуйста, как правильно очистить, запечатать пространство при занятиях и на природе? Как правильно читать мантры и коды на природе? Запечатывать пространство не нужно. Себя обводим, читаем Ом Ахум Хахохри, в 6 сторон ставим ваджр, и на этом все заканчивается. Андрей Андреевич, являюсь ученицей, дала деньги взаймы 2 года. Ну, ничего страшного. Читайте мантры для денег, читайте коды для денег, выполняйте эзотерические практики мои для денег, слушайте шумы для денег. Вопросов таких с деньгами у вас возникать не будет. Пробуйте, магия нам поможет. Как только закончится карантин, я уже это сказал, нужно ли на кладбище ложить записки с просьбами? А я хочу задать такой вопрос. Скажите, эти просьбы их должны увидеть мертвые люди или люди, которые стали духами, и после этого эти духи должны что-то для вас делать? Скажите, это же ваша родня, и после этого вы у этих духов, которые должны упокоиться, что-то требуете или просите, не стыдно ли?
Это же очень нехорошо использовать духов в своих надобностях. Если человека забрала смерть, и человек находится во владении смерти, то тогда человек, обращающийся к духам, фактически обращается к духам. Скажите, что делает смерть? Она дает человеку боль, болезнь и смерть. Таким образом, если вы, допустим, что-то попросите с бизнесом, этот бизнес умрет, потому что вы обращаетесь к смерти. Если обращаетесь там со здоровьем, здоровье умрет. Если там помоги дочери, умрет дочка. Не делайте этого, вы обращаетесь к смерти. То же самое человек делает, когда он использует такую вот символистику, типа, вот как обучают там, нужно обратиться к силе рода, пусть сила рода поможет. Это неправильно, потому что сила рода это умершие люди, а умершие люди помочь вам не могут. Я могу сказать, что у всех людей, которые когда-либо обращались к силе рода, к тем людям, которые умерли, у них всегда будет материальное обнищание, и они очень сильно от этого пострадают. Вот так. Можно ли коды, которые я даю в Сангая, на протяжении дня читать? Можно, да. Ребенку 4 года не разговаривает, год назад удаляли зуб, очень плакал. Смотря на него, и младший не хочет разговаривать. Спасибо. Пожалуйста. Что вы хотите от меня? Ученик школы в Сангай 47, можно некоторые актуальные коды читать отдельно как мантры? Можно. Как сделать так, чтобы не раздражаться? Сегодня задала женщина вопрос, он звучал так: Андрей Андреевич, помогите, как сделать так, чтобы не раздражаться. Есть ли какой-нибудь способ такой? Запомните. Первое. Трогайте человека руками, если вы на него часто раздражаетесь. Второе. Обязательно будьте активными больше, чем этот человек. То есть будьте более активным. То есть если человек чавкает и делает это быстро, то ешьте еще быстрее. Третье. Делайте то же самое, что делает человек, когда раздражает чем-то вас. То есть человек ест руками, ешьте руками. Сделайте так несколько раз, вас отпустит. Человек делает или там, делайте точно так же. Человек ругается, там, вредничает, делайте точно так же, можно мысленно, можно вслух. Дальше, если человек предъявляет к вам претензию, поддерживайте этого человека, а не опровергайте, потому что любое опровержение это конфликт. А вы поддерживаете, делаете это с восхищением. Если вы раздражаетесь, знайте, вы ждете, чтобы вас отругали, потому что обычно человек, который раздражается, он, не понимая этого, интуитивно ожидает, что его отругают. Именно поэтому, если человек раздражается, попросите близких, чтобы вас отругали. Скажите, мне не хватает, чтобы ты на меня накричала. Если на вас там скажут, да как тебе не стыдно, сколько это может продолжаться, то сразу отпускает. Мама раздражает, скажите, мама, можешь меня отругать? Вот так сделайте, я вам говорю, это очень мощно работает. Вообще, если у человека апатия, депрессия, если он молчаливый, надутый за столом, его нужно отругать. А если наоборот, возбужден, нервный, чешется, бесится, его нужно успокоить, сказать тихо, тихо, ну успокойся, все хорошо, не нужно ничего. И после этого человек успокоится. А если человек наоборот, разбитый, апатичный, у него депрессия, его нужно отругать. Так у депрессивного человека поднимется настроение, а у человека, который возбужден или перевозбужден, оно успокоится. Посоветуйте что-либо от выпадения волос, какой-нибудь магический метод. Необходимо каждый день брать мягкую массажную расческу и этой мягкой массажной расческой 100 раз расчесывать в разные стороны свои волосы. Если это делать 2 недели или 3 недели, то волосы перестанут высыпаться. Они высыпаются уже на перестают выпадать уже на 3-4 день. Проверено, связано с магией, очень помогает. Рекомендую. Здравствуйте, Андрей Андреевич, я ученица. Ага, тут вопроса нет. Лидия Шульга. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Крик души вам. Благодаря вашим урокам Сангая и ТФ начал восстанавливать здоровье и жизнь. Если вдруг захочется ответить на мой вопрос, я очень буду ждать. Смогу ли я гармонизировать свою жизнь и обрести счастье и покой? Конечно, вы уже находитесь на таком месте или в таком месте, где вы себе сможете изменить свою судьбу.
Вы это делаете, практикуя эзотерические практики эзотерической школы Кайлас, практикуя магию, практикуя коды, шумы и так далее. Инструментов, слава богу, в школе очень много. Используйте, пожалуйста. Конечно, как эзотерически человека вывести на чистую воду? Необходимо каждый день представлять, будто человек сидит в середине игрушки елочной, но такая, которая в середине покрыта со всех сторон зеркалом. И этому человеку можно сказать: да ничего не нужно говорить. Утром нужно представлять, будто вы его положили в термос или посадили в термос или в такую елочную игрушку. И куда ни посмотрит, всюду будет видеть себя в отражении. Если делать ежедневно, на чистую воду выйдет. Здравствуйте, а сегодня обнаружила, у меня закрыт доступ. Понятно. Будет в ближайшее время проводы голодных духов? Да. Как получить духовное имя у меня? Для этого необходимо мне написать в Facebook. Пред этим обязательно необходимо сделать просад для того, чтобы получить духовное имя. Хочу напомнить, что духовное имя имеют право получать исключительно те люди, которые прошли первую обновленную ступень школы Кайлас, а не в бесплатной версии. Если вы это сделали, можете обращаться, я вам дам духовное имя. Если нет, ну никак. Добрый вечер. Как принять правильное решение? Душа говорит одно, а мир кричит обратное. Обращайте внимание на то, что кричит мир, и не обращайте внимания на то, что кричит ваша душа. Почему? Очень часто душа обманывает вас. И иногда мы то, что говорит душа, путаем с желанием, с интимом, там, с чем-то вот этим. Так бывает, там, допустим, как можно объяснить, женщина живет с мужчиной, этот мужчина прямо на ее глазах бьет ее детей, не родной папа. При этом этот мужчина обижает ее, приходит постоянно домой пьяный. При этом он еще и зарабатывает меньше, чем она еще и работает много, и она живет. И когда, допустим, я у нее спросил, она говорит: я бы его давно уже выгнала, но не могу, душа болит, так люблю его. Я говорю: ну это у тебя не душа болит. А что болит? Это она просто держится за морковку, боится ее потерять. Вот и все. А я считаю, что это неразумно, потому что ради того, чтобы один раз в неделю там, или в месяц была связь с морковкой, знаете, только из-за этого нужно так гнобить и уничтожать свою жизнь. Не может женщина любить мужчину, который ее раз в неделю обижает и бьет ее детей. Я не знаю, это недопустимо. Она готова эти страдания все выносить, готова жить вот с таким негодяем, готова видеть, как обижают ее детей только из-за интимных отношений. Но это душа ее говорит, или это ниже, чем душа говорит? Кто тогда общается с ней? Это все-таки душа. Если любовь находится у нас в месте, там где попа, то я не знаю, наверное, то место не может человеку ничего хорошего посоветовать. Добрый день, Андрей Андреевич, я вам писала в личку, но понимаю, что вас много. Прохожу первую ступень, хочу заниматься по обновленным ступеням, но есть одно но. У меня были аборты, ничего страшного, ждите, скоро я проведу обряды с духами. Мне необходима операция, сделают ли мне ее и каков будет результат? У меня диабет. Да, можете делать, результат будет хороший. Ирина Миргородская. Как сделать так, чтобы отца и детей между собой настроить или объединить? Как сделать так, чтобы все, кто находится в семье, начали друг к другу хорошо относиться? Самый простой способ — это представить, будто все они обнимаются. Вот если каждый день представлять, будто все между собой обнимаются и целуются, и крепко это делают, то обязательно все начинают мириться. Если муж не родной, а дети ваши, и он их все время строит, знайте, так бывает, и это, как правило, так и происходит. Это говорит о том, что кровь воюет, или они, как бы, кланы воюют у них, духовные или душевные. Что это обозначает? Вот смотрите, каждый мужчина, он защищает своих собственных детей. То есть в нем есть такая особенность. Он, как человек-добытчик, как человек-защитник, у него включается некая такая система, в которых он хочет выгородить своих детей, выгородить свою кровь, сделать так, чтобы его кровь только жила. Как бы процесс выживания.
А если рядом ваши дети, они не его, то он может это делать за счет угнетения этих детей. И это частое явление. И что необходимо сделать? Необходимо энергетически подключить или смешать их кровь. Необходимо представить, будто в один тазик, допустим, подвешивайте мысли на мужа и ребенка и в один тазик сливайте их кровь. После этого смешиваете и обратно в них ее заливаете. При этом представляете, будто они ее залили. То есть смешали кровь и они обратно эту кровь получили. Можно представить, что в них обратно эту кровь влили как-то. Таким образом, если это сделать, то смешать их кровь между собой, то эти люди будут хорошо друг к другу относиться. Если вам необходимо более подробный данный метод, и вы хотите его более подробно и профессионально делать, а не так, как я сейчас сказал, вам необходимо пройти первую обновленную ступень. Я об этом все рассказываю. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, как вы познакомились со своей женой Софией? Это была эзотерика или это было нечаянно совпадение? Я болел очень сильно, и однажды мне предложил мужчина из города Киева с московской группой поехать в Индию. Это было очень-очень давно. Это было больше 10 лет назад. И я поехал в Индию, и там общались с человеком, его там называли оракулом. Человек, который предсказывал судьбу. Мне было очень интересно, ничего не хотел знать о своей судьбе. Мне интересовал только вопрос. Их было два. Первое, буду ли я жить, потому что болел онкологическим заболеванием. И второе, если да, то будет ли у меня жена и как она будет выглядеть. Когда я его встретил, он мне сказал буквально следующие слова. Он говорит, не переживай, от болезни ты вылечишься, а женися ты на индианке. И после этого для меня это было шоком, потому что я не хотел индианку, я не люблю индийских женщин. Я люблю белых, красивых женщин, европеек, украинок, там, россиянок, я не знаю, славянок. Мне совершенно не нравятся индианки. Я после этого многократно приезжал в Индию. Это такая смешная и тайная история. Ездил на семинары там всевозможные с русской группой и с украинской группой уже. И делал это многократно. И когда я туда приезжал, то все время искал, где же это моя суженая невеста. И когда жил в Киеве, пытался там из мединститута найти девушку какую-нибудь или там с политехнического института из Индии, но мне все не нравилось. И я думал, что я все-таки останусь холостым, потому что, видимо, не судьба. Ну, уже на это не обращал никакого внимания. А потом на морском курсе приехала ко мне Соня, я к ней подошел, она мне очень понравилась, и я в дальнейшем начал с ней общаться. Но интересный момент вот в чем. Когда у нас была свадьба, то я не знал, как будет выглядеть моя невеста, потому что я находился в Киеве, а свадьба у нас была в другом городе. И вот я из Киева приехал в этот другой город, и когда приехал туда, то днем уже приехал в костюме, и мне выводят невесту. И фату поднимают, а у нее руки в хне разрисованы, и на лице вот здесь вот ювелирное украшение, которое прямо на лбу такой вот шайбочкой из золота с драгоценным камнем выглядит. И очень похоже на индианку. Сзади волосы вот так сжала, она еще и кучерявая такая. И была очень похожа на индианку. И я тогда понял, что этот человек, он увидел просто сам процесс, самый яркий момент моей женитьбы. То есть он увидел, как я Соне, как мы женимся, как много гостей. И да, она действительно была очень похожа на индианку, потому что карие глаза, потому что черные очень волосы, потому что вот это вот украшение и хна на руках, как обычно делают это индийские женщины. Будет ли у вас что-то? Ну, конечно, вера, со словами «скоро у меня это будет», помогает человеку. Там был такой вопрос, задавали мне такой вопрос. Андрей Андреевич, а скажите, влияет ли на человека
влияет ли на человека, как зависть влияет на того, кто завидует, и на того, кому завидуют. Если завидуют, то это происходит в виде блока вегетососудистого спазма у человека, который завидует. Это кармическое проклятие несостоятельности. Убрать можно словами: скоро у меня это будет. Поэтому если вас душит жаба, как в народе говорят, необходимо сказать: скоро у меня это будет. Если так не сделать, то это блокирует поступление точно такого же в вашу жизнь, и будут неприятности. На того человека, которому завидует, может повлиять и разрушить то, что есть, но только при условии, если человек боится это потерять. И наоборот, если человеку завидуют, но он рад своей семьей, рад тем, что он имеет, радостный человек, то у него будет это только приумножаться во много раз. Если человек безразличен к тому, что может зло какое-нибудь произойти, то есть верит в счастье, что будет все хорошо, вообще вот это позитивное внутреннее намерение быть счастливым человеком и верить в счастье, оно является одним из самых сильных энергетических защитных механизмов. Я очень рекомендую его использовать, тогда ничья зависть на человека влиять не будет. Люди ищут сами возможности пострадать. Именно поэтому красивая женщина выходит и говорит: ой, я так боюсь, что меня кто-нибудь сглазит, нужно как-то защищаться. Все, вы уже попали, вас обязательно сглазят, потому что вы этого ищете. И другая женщина говорит: там мне все равно вообще, и на нее ничего влиять не будет, никто ее никогда не сглазит. Если человек хочет, чтобы жизнь ему давала, он должен жить, я уже говорил это. Мне очень интересно, хочу вас спросить, я работаю в похоронном бюро, оформляю похорона и помогаю их организовывать. Прихожу домой как выжатый лимон. Что мне делать или что купить у вас, чтобы не брать плохую энергию на себя? Человек, который работает с мертвецами, он не берет плохую энергию на себя. Иначе люди, которые работают в таких местах, они бы все поумирали или позаболевали. В этом ничего страшного нет. Человек, когда умирает, душа его перерождается. А там с телом ничего такого особенного не происходит. Все можете делать, и кладбище это не такое сильное влияние, как люди думают. И мертвецы не проводят. Надо живых бояться. Живых, злобных, вредных людей. Вот таких нужно бояться. А бояться мертвых, я считаю, что этого делать не стоит. Я вообще считаю, что мир можно было бы изменить только если бы люди соответствовали двум словам. Стремились бы к тому, чтобы быть добрыми людьми. И второе, стремились к тому, чтобы быть правдивыми людьми. Вы представляете, в один момент все люди, которые живут на земле, стали правду говорить и перестали хитрить. Обычно говорят, в ваших странах очень высокая коррупция. Коррупция — это когда взяли из Международного валютного фонда и собрались там глава Нацбанка, прокурор там страны, после этого еще кто-то, и между собой эти деньги раздербанили, на Ошфоры отправили, на Ашфоры. И после этого страна получила, как всегда, ничего. Ну и это, конечно же, все улыбает, обычно так и происходит. И, конечно же, в большинстве своем, хоть я и не асоциальный человек, я считаю, людей, которые управляют, к сожалению, теми странами, в которых мы проживаем, людьми абсолютно нехорошими, подлецами. Я считаю, что каждый человек, который находится вот в такой власти, вот такой социальной системе, управленческой власти, я считаю, каждого из этих людей, автоматически попадающего туда, негодяем. И также к этим людям отношусь. Я верю, что до того момента, пока люди не поймут, что эти люди негодяи, увидеть то, что они негодяи, никто не сможет. Почему? Особенность христианской морали, особенность менталитета христианского. Поэтому в наших странах поддерживают, хотя и нарушают законы, поддерживают христианскую мораль. Почему? Потому что там говорится, что там я его простила, как обычно говорят женщины. А кто тебя научил? Ну так Иисус Христос научил всех прощать. А жизнь же сделана по принципу «делай вывод». То есть в случае, если человек подлец, то нужно знать, что он подлец. Так одевается ментальная сеть на человека, которая идентифицирует этого человека. Когда он будет общаться с другими людьми, все будут видеть в нем подлеца. А так он многократно это сделал, и все хорошие христианские люди начинают видеть в нем нормального. Ничего страшного, я еще заработаю, а он пусть идет. Не пусть идет, нужно верить, что он подлец.
Если человека идентифицировать подлецом, то в нем начинают подлеца видеть. И так со всей властью нужно делать. Если бы люди так делали и считали, что все, кто попадает во власть, то тогда ёбы так и воспринимали. А так, там мы им все простили, и после этого так и происходит. Если наша жизнь это школа жизни, то в этой школе жизни нужно, чтобы выводы делались. Поэтому если человек вас обманул, и он подлец, нужно себе говорить: да, я знаю этого человека, я ему мстить не собираюсь, но я знаю, что он подлец и негодяй. Там недавно женщина писала: Андрей Андреевич, мне приходят смс-сообщения, там Александр Клименко, он ваш ученик в прошлом, там приходите, он будет проводить там семинары, будет там проводы и так далее. Я говорю: нет, нет, этот человек подлец и негодяй, он воровал у меня деньги, ну что я могу сказать, я к нему так и отношусь. Но зачем вы так? Он ваш ученик? Да, он был моим учеником, но, к сожалению, он вор и подлец. Вот так бывает. И если кто-то спросит, я так и скажу. Боюсь ли я, что так обо мне скажут? Нет, не боюсь, потому что я не вор и не подлец, потому что я ни у кого не обворовал, ни у кого не забрал и ни с кем плохо не поступил. В моей жизни все очень хорошо. Может ли человек чувствовать предназначение? А скажите, Бог рождает. Вот, допустим, я отец, и у меня есть ребенок. Скажите, когда моя жена забеременела, я хотел, чтобы у моих детей было предназначение или нет? Давайте я отвечу. Мое предназначение, их предназначение только в том, чтобы они родились и жили счастливыми. А скажите, мне как отцу важно, кем они будут? Все равно. А если у человека предназначение, не морочьте себе голову. Живите своей жизнью. В жизни есть предназначение. Радуйтесь жизни. Живите настоящим моментом. Поймите, жизнь самая большая драгоценность. И прожить жизнь в радости — это и есть предназначение. А там предназначение служить людям. Какое предназначение служить? Предназначение жить. Вот важное предназначение. Живите и радуйтесь. Ученица 3-й обновленной ступени. Подскажите, мою квартиру вселяют по суду чужого человека. Для нашей семьи катастрофа. Стараюсь делать практики. Что сделать, чтобы не допустить? Ничего не сделать. Пусть вселяется, он жить все равно с вами не сможет. Сжигайте его на свече из 1-й ступени. Представляйте его в зеркале. Что с вами? Магия все решает. Разве вы не умеете это делать? Или вы только 3-ю пошли без 1-й? Добрый вечер всем и с праздником, дорогая семья. Уважаемый учитель, спасибо за огромное, что помогли мне реализоваться. Я хотела спросить, можно ли мне на крема и мыло читать мантры или коды, которые лечат кожные заболевания? Конечно, я всегда за это. Конечно, это ваша энергия, ваша сила. Используйте ее, пожалуйста. Как избавиться эзотерически от мигрени? Очень такой есть необычный способ. Необходимо взять решето металлическое, дуршлаг, одеть на голову и сидеть так хотя бы там по 20 или 30 минут. Добрый вечер и с праздником вас, дорогая семья. Ответил. Мне 43 года и меня зовут Илья. Так меня назвала моя мама, но мне всегда это имя не нравилось. Сейчас я себе придумала имя и зовусь Ильяна. Хотя в паспорте осталось также Ильи. Может ли сказаться негативно в судьбе? Можно ли так менять имя? Я противник, чтобы имена люди меняли. Я все-таки за то, чтобы имена оставались те, которые дают родители. Может положить за щеку свиную шкурку. Это совет от Дуйко из вебинара по здоровью. Да, такое говорил. Это не на 100% подтверждается. Подскажите, пожалуйста, если мы живем рядом со старым кладбищем, это как-то влияет на нас? Не хоронят более 30 лет? Нет, никак не влияет, можете не бояться. Пришлось в условиях карантина собрать у всех у себя в доме. И 90 лет бабушку и внука, зятя уживаемся благодаря вам. Подскажите мантру для памяти. Сломался компьютер, все пропало. Спасибо, ОМСО очень помогает. Пусть у той женщины, у которой зуб болит. Итак, как эзотерически помочь человеку, у которого болит зуб? Необходимо представить, будто зуб болит, как будто чаша гудит.
И необходимо, вот я ее сейчас представил, эту женщину, и прикоснулся и остановил этот звук. При этом представил, будто там, где у нее болит этот зуб, я вижу подкову. Беру подкову у нее и отбрасываю. Омахум-хри, 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 омахум-хри. И теперь 20 минут и перестанет ваш зуб болеть. Вот я вам и помог. Что надо сделать, чтобы не попасть под сокращение на работе? Если каждый день на протяжении дня выделять время и 10 минут радоваться чему-либо, ой, какое красивое солнышко, какая красивая тарелочка, какая красивая букашечка, то тогда вас не уволят. Вопрос практики от алкоголя делать утром или вечером? Все равно. Есть практика хорошая, чтобы получить позитивный ответ от государственных чиновников, чтобы муж быстрее приехал из России в Израиль. Есть, ставьте программы, я их даю на первой ступени, коды используйте, шумы слушайте. Скажите, пожалуйста, что делать с пришепкой пуповиной? А то уже 4 года все храним, можно выбросить просто, она никак не влияет и человеку совершенно не нужна. А вот зубик я бы не выбрасывал. Если выпадает молодой зуб молочный, то такой зуб, из него можно сделать талисман, носить на поясе. Так начинает в жизни очень вести. Никогда человек не попадет в аварию. Моя мама душак одевала, хохотали, но боль прошла. Да, так и есть. Как получить посвящение? Я не даю сейчас посвящения. Только на морских курсах. Могут ли быть осложнения после прослушивания? Поможет ли данный шум при осложнении от расстановок? Я не занимаюсь расстановками. Зачем вы их делаете, эти расстановки? Такое ощущение, как будто вы не посещаете мою школу. Не нужно. Можно узнать ваше мнение по поводу установки 5G. Действительно, эти вышки опасны для здоровья? Да, действительно, эти вышки опасны для здоровья. Как эзотерически защититься от вредных волн? Эзотерически можно защититься, получив прибежище от меня. У вас это прибежище есть, на вас влиять не будет, не переживайте. Подскажите, пожалуйста, если вы живете рядом со старым кладбищем, ответил. Слушаю шумы, прохожу Сангая, пожалуйста, шум от черной магии. Могут быть осложнения после прослушивания. Поможет ли шум при осложнениях от расстановок? Поможет шум, можете слушать. Если ваши великолепные шумы скачать с YouTube на телефон, будут также работать? Будут. Подскажите практику, как быстро сдать помещение в аренду. Проходите первую ступень школы Кайлас, там я об этом всем рассказываю. С вами был Андрей Дрко. Надеюсь, наш сегодняшний вебинар вам понравился. Немного еще раз прочитаю все, что для вас записал. Как зависть влияет на того, кто завидует, и на того, кому завидует. Если завидуют, то это происходит в виде блока вегетосудистого спазмического типа. Это кармическое проклятие несостоятельности. Убрать его можно словами «скоро у меня это будет». Тому человеку, у кого есть вот такое состояние зависти. На того человека, которому завидуют, может повлиять и разрушить то, что есть, при условии, если человек боится это потерять. И наоборот, во много раз приумножится, если человек безразличен к тому, что это может произойти. Если человек хочет, чтобы жизнь ему давала, он должен жить со знаменем восклицательного знака. Если чтобы забирала, под знаменем вопросительного знака. Следующее. Как только закончится карантин, сразу же начнут говорить о том, что на планету падает астероид, и нам скоро будет конец. Знайте, это тоже неправда. Нужно ли на кладбище ложить записки с просьбами? А вы считаете, что духи умерших людей должны вам что-то помогать? Если человек пил и курил, то можно положить на могилку стакан с закуской, сигареты и зажигалку. Тогда дух успокоится. Если вы думаете, что этот дух влияет на сына, дочку и еще на кого-нибудь, чтобы покоился с миром, такой обряд можно провести. Также не выполняйте эзотерических практик обращения к силе рода. Род — это умершие люди, смерть может только забирать и ничего давать. Особенно силу она точно не будет человеку давать. Смерть — это боль, слабость и болезни. Сила рода — это фактически обращение к смерти.
Как сделать так, чтобы не раздражаться? Трогайте руками человека, обязательно будьте активными больше, чем пассивными. Делайте то же самое, что делает человек, когда раздражает вас. Поддерживайте идею, а не опровергайте его. Если вы раздражаетесь, знайте, вы ждете, чтобы вас отругали, попросите близкого, чтобы вас близкие отругали. Следующее. Посоветуйте что-либо от выпадения волос. Необходимо каждый день мягкой массажной расческой расчесывать волосы в разные стороны. 100 раз это делать. Нужно 1-2 недели, волосы перестанут выпадать. О фанатизме и эстетизме рассказал. Как научиться не превращаться в фанатика. Важность слова «не важно». Любое энергетическое влияние возможно только на того человека, но лишь до того времени, пока он этого боится и считает это важным. Кризис обычно делится на 2 части. Одна часть дает человеку опасность, вторая часть дает человеку возможность. Возможность может прийти к тому человеку, который радость испытывает. Возможностей не может быть, если человек напуган. Страх вызывает оцепенение. Страх можно убрать, если верить во все хорошее, если жить ради кого-то. Кризисы приводят человека к пониманию тайны жизни, смысла жизни, к увеличению духовного пространства, переоцениванию ценностей, где путь одиночки переходит на путь семейственности, общественной организованности. Появляется правило ценностей, правды, доброты как фактора повышения духовного развития человека. То, что сейчас является моим страхом, дальше будет моим успехом. Я боюсь выступать, они смогут сделать меня богатым и счастливым. Я объяснил, как это сделать. Как сделать так, чтобы примирить всех в семье? Это обряд, когда нужно представлять, как они все друг друга обнимают. Есть метод объединить их кровью, я об этом рассказал. Что сделать, чтобы земля давала? Нужно сказать: столько ты давала сладости, получи теперь от меня, и рассыпать сахар. Представлять каждый день солнце над растениями. Семья объединяется спокойствием, поддержкой и добротой, разъединяется претензиями, требованием, напряжением, обидами. Следующее. Почему ведьмы предпочитают темное время суток? Ответ. Видимо, они используют или берут во внимание элементы страха тьмы. Человеку свойственно бояться тьму, туман, темные чащи и так далее. Ведьмы ночью, скорее всего, как нектар, собирают и накапливают страхи, которыми в дальнейшем и влияют на окружающий их мир. Как забыть человека? Первое. Не сидите дома, не пейте алкоголь, постоянно с кем-нибудь общайтесь, найдите как можно больше знакомых. Таким образом, с этим справитесь. Если у вас достали молочный зуб в 65 лет, можете носить на поясе. Но такого же не бывает. Ученик школы, как защититься от гадалок? Я не знаю, они что, на вас нападают, гадалки? Что с вами? Вы нашли кого-то, кого можно обвинить в чем-то. Хочу так сказать, что сейчас время такое, это время начинается с 20, по-моему, 2 апреля началось, и будет идти оно аж до 25-26 мая. Это время обострения психических заболеваний. Именно поэтому в этот момент всем кажется, что на них кто-то там влияет, у них что-то забирает, кто-то на них там активную деятельность создает, активное влияние и так далее. В случае, если это происходит, и вас это очень мучает, донимает, и вы не можете никак с этим справиться, то, возможно, вам не нужна эзотерика. Возможно, вам нужно хороший совет компетентного, ну, минимально психолога, ну, а максимально уже психиатра. Не стоит бояться, это обычные заболевания, как заболевания зубов. Психическими заболеваниями, к сожалению, сейчас болеет огромное количество людей. Не нужно этого бояться. Если у вас часто бессонницы, если у вас навязчивые идеи, если вы считаете, что вас кто-то преследует, травит, кто-то на вас должен напасть, что-то должно произойти, если у вас очень часто галлюцинации, вы с кем-то общаетесь, кто-то что-то требует от вас, ну, не нужно этого бояться, не нужно с этим стараться справиться, вы сами, скорее всего, побороть себе не сможете. Это недостаточность гормонов мозга, и на сегодняшний день медицина очень эффективно это помогает устранить. Я очень рекомендую, в случае, если вы вот такое чувствуете, обратиться все-таки не к эзотерике, а все-таки к профессиональному психиатру. Как относиться, если вы продаете сигареты? Никак. Это совершенно безопасно. Человек сам добровольно выбирает, принимать ему сигареты или не принимать. Вы не участвуете в его разрушении.
Участвует тот, кто их изготавливает. То есть в случае, если человек владелец завода, ему будет капать это в карму. А если вы перепродаете, у кого-то покупаете, то вы не несете ответственности. Человек не несет ответственности, если он продает ружье. А вот тот, кто выстреливает, несет. Подскажите, что сделать, чтобы защитить машину? Можно ли использовать тришулу? Сын использует на рабочем месте, все работает. Можно одновременно иметь в квартире и в машине? Можно. Скажите, а если сохраняла зубики все вместе, можно все вместе зубики использовать в виде талисмана? Подскажите, как быть? Муж хочет, чтобы я сидела дома, не работала и занималась воспитанием детей. Мне хочется на работу и устала от однообразия. Как будет правильно? Будет правильно, как говорит муж, но вы его убеждаете. Можно работать и дома, за компьютером. Начните ему помогать. Скажите, я хотела бы тебе помогать в твоем бизнесе. Начните его контролировать. Скажите, если сохраняла, ну все. Я желаю вам успехов, радости, здоровья. Пусть мечты исполняются. Еще раз с праздником трудящихся. Надеюсь, вам семинар понравился. С вами был Андрей Дуйко. До свидания. Проклятие, сглазы, порчи, как на нас это влияет и как мы это можем ощущать. Наверное, это может быть интересной темой. Давайте попробуем сегодня найти правых и виноватых в тех неприятностях и гадостях, которые с нами могут происходить. Как же мы ощущаем нехватку энергии, как же эта энергия из нас уходит. И когда вы начинаете заниматься эзотерическими практиками и начинаете работать с кем-то, то очень часто вы можете это как-то замечать. Сегодня я хочу рассказать, как же мы можем идентифицировать негативное влияние. История моей практики. Очень так бывает, что я иногда берусь за людей, которыми занимаются те люди, ну, допустим, семья, там мужчина и женщина, прожили вместе 45 лет совместной жизни, и вдруг он уходит к 27-летней девушке. При этом у них нажитое имущество, у него не очень хорошо с потенцией, он не самый красивый и, наверное, удачный жених, который может быть. Девушка, по глазам написано, ну, он ей не нравится, и там все это понимают вокруг. И когда он женился на этой женщине, у них была любовь, она длилась долго, он ее добивался. У них 3 или 4 детей, огромное количество имущества, совместный бизнес. Всю свою жизнь они вместе ездили отдыхать. У них великолепные отношения, они каждое утро просыпаясь целовались, каждый вечер засыпая обнимались, понимаете? И ничего не предвещало никакой беды. И после этого вдруг в один момент он собрался и сказал, мне нужно уехать там куда-то, я уезжаю. После этого куда-то уехал и приехал уже с девушкой, через 4 дня ее привез к себе в офис и сказал, это Зина, я с ней буду жить. Естественно, женщина ко мне приехала и говорит, для меня это шок, для моих детей это шок, для всех близких шок. Андрей Андреевич, что можно сделать? На самом деле то, что я видел, было связано с конкретной магией, потому что человек вел себя совершенно не так, как он жил и вел себя в обыкновенной жизни. То есть он совершенно по-другому начал относиться к этой женщине, глядя на нее. Она говорит, он меня никогда не презирал, он никогда меня не называл матом, он вообще очень интеллигентный, хороший человек. И в этот момент он вдруг за несколько дней начал материться, начал выпивать, начал приходить домой, на нее вытаращиваться, кричать. Что же произошло? Этот мужчина, он очень высокопоставленный чиновник, и когда у него не было денег, и все жили, и все было хорошо, ничего не происходило. А это вдруг у него появился сумасшедший достаток, и, естественно, в этом сумасшедшем достатке вдруг появилась вот такая нужная ему женщина. При этом он сразу же начал вытаращивать глаза и кричать, что я ничего никому не дам, я все заберу, все на мне, никто ничего не получит, мои дети мрази, моя жена дура, все сволочи вокруг, перестал общаться со своими друзьями, его лучший друг ему позвонил, говорит, что ты делаешь, он говорит, ты тоже идиот, одним словом, я люблю только Зину и все, больше других вариантов никаких. После этого я начал работать, потому что обратилась жена, и начал работать до того момента, пока это не стало отдельной семьей. Почему? Есть такая особенность. Вы понимаете, в случае, если уже образовалась семья, и они официально расписались или официально обвенчались, то я их воспринимаю как отдельная семья.
независимо ни от чего. И если он ушел, допустим, от своей жены, пришел к своей новой женщине, и после этого они расписались и обвенчались, то я помогать не буду. Объясняю почему. Они уже фактически новая семья. У меня есть принцип жизни, я семьи не разрушаю. Понимаете, у меня есть принцип жизни, я в семье не разрушаю, поэтому даже если она нечестным путем была создана, но они уже являются официально зарегистрированной семьей, то я в это все не вмешиваюсь. Сразу же было понятно, официального у них ничего нет, но она просто, девочка сразу его потянула, но когда приехали в церковь, был праздник какой-то, и батюшка отказал, сказал, сегодня вас не буду, сегодня вас венчать не буду. Естественно, обратилась жена, говорит, нужно срочно что-то с этим делать. Начал проводить работу и начал ощущать на себе неприятное влияние. Почему? Потому что с той стороны находится тоже кто-то. Итак, как мы это у себя ощущаем? Могу рассказать. Вечером начинают болеть сосуды, жилы и суставы. Понятно? Если болят вечером сосуды, жилы и суставы, это значит, кто-то тянет из этих мест энергию. Обычно это берется в нижних чакрах. То есть это сосуды, жилы, это все как кто-то вытягивает. И ощущение болезненное. Если у вас настроена энергетика правильно, то у вас мгновенно появляется расстройство кишечника. Если у вас работает энергетика на состоянии гармонии, то после того, когда у вас это появляется, вы ходите там 1, 2 раза, 3 раза в туалет, по-большому, как будто у вас расстройство. В этот момент они получают по лбу. Это если у вас очень хорошо работает энергия, как у меня. В случае, если не хватает этой энергии, то мой совет: сядьте вечером и начните выполнять практики накопления энергии по методу нашей школы. Это метод дыхания СОХа. Помните, я когда-то рассказывал, на вдохе СО, после этого задержать дыхание, на выдохе Х. А также практиковать метод дыхания, который называется НАМ, и на выдохе ТХА. Когда человек очень быстро дышит. Как? Если вот так делать, то у вас отрезаются все элементы влияния на вас. Понятно? Все элементы влияния на вас, те, которые работают по принципу РИМС. Я не знаю, когда-то рассказывал, наверное, на порчах из глазах и говорил, что существуют разные элементы влияния на человека. Там 22 класса духов, и такие духи, и такие, и они там по-разному влияют. Есть класс духов, называется РИМС. Так вот, влияние духа в РИМС – это влияние через нижние конечности. Человек ощущает в нижних конечностях, ощущает, будто кто-то оттягивает энергию. Это как бы жилы вытягивают и наматывают прямо. Может быть ощущение, будто жилы натягивают. В это время ночью обязательно должны сниться сны. Какие? В снах вы должны ощущать, будто кто-то у вас что-то забирает обязательно. Также вы должны решить какой-то вопрос. Также очень часто снятся собаки, цыгане, евреи в одеждах, или снится, возможно, то, что может вызвать у вас состояние возбуждения, там, полового, нервного, психофизического, эмоциональное, то есть это ревность, которая вызывается в ночное время и так далее. Также первые признаки того, что на вас влияет ночью, это то, что вы, просыпаясь, ощущаете холод в конечностях. Холод в конечностях. Как мы чувствуем это, то, о чем я говорил? Мы обычно это, в случае, если на нас кто-то влияет, то мы это чувствуем в виде: пекут ноги вечером, болят суставы на ночь, болит поясница. Как мы это можем все пресекать? Вечером мы проводим практику, при котором вдох мы делаем длиннее, чем выдох. Таким образом, какие я рекомендую? Нам на вдохе, тха на выдохе. Что такое тха? Бам, дзам и тха – это звуки, которые отрезают от человека все нити. То есть, если вы будете вечером читать нам, и после этого на выдохе дза, нам, после этого на выдохе бам, после этого нам на выдохе тха, вы этим отрезаете все нити. Какие? Это нити болезней РИМС, нити болезней гьял и нити болезней дзам. Вот так. Есть такие нити вот таких болезней, которые можно передавать и которыми можно влиять на человека. Также проводить обыкновенное дыхание СОХа, на вдохе стараться как можно больше вдыхать, на выдохе как можно меньше выдыхать.
Таким образом, вы будете отрезать все нити, потому что у вас будет происходить перенакопление саттвической энергии. А саттвическая энергия, она в вечернее время убирает все подключения человеческого эфира и все подключения любого чужого сознания. Почему? Чужое сознание – это солнечные нити, которые проникли и хватают вас за ноги. Понятно? Мы это можем отрезать только при помощи саттвической энергии. Она возникает только в вечернее время или ночью. То есть, если вам плохо, у вас уже расстройство началось, если вам плохо, у вас уже сосуды, ноги, суставы болят, то тогда вам надо выполнять саттвические практики в вечернее время. На вдохе делать вдох как можно длиннее, выдох как можно короче. Таким образом вы будете так отрезать вот эти вот нити. Понятно? Будет легче мгновенно. А с той стороны будет хуже намного. Почему? Потому что у них будет сразу же идти переизбыток ваджарной энергии в ночное время и будет вызывать сильнейшие головные боли. Понятно, да? Поэтому с той стороны работают, с этой стороны улыбаются. Все в порядке. Если до вечера, вот у меня в моей жизни, начал работать с такими людьми, до вечера начали болеть ножки. Сел вечером, я знаю, что делать, я подкованный человек, понимаю, что со мной происходит. Начал работать с саттвическими энергиями, на вдохе сат, на выдохе тва, на вдохе ом, на вдохе со, на выдохе ха, и на вдохе длине вдох, на выдохе короче выдох, также нам тха, и после этого сразу же стало лучше. Ночь поспал, утром проснулся, супер. Вы представляете, оказывается, так мы можем контролировать. Также ваджарная энергия – это чужие мысли. Что дальше нужно делать? Но часто мы можем подвергнуться еще и магии. Эта магия может называться кладбищенская магия. Это когда нас, допустим, как адепта, кто-то заказывает, платит за это большие деньги и может использовать куклу, а также может использовать кладбищенскую там, пыль, кладбищенскую землю, ложить в гроб человеку, в рот там, фотографию, чтобы жевал, там, на сковороде жарить, знаете, и так далее. И это тоже в своей жизни происходило. Могу научить, как от этого избавляться. Ребята, да нереально воздействовать на меня. Я это все прошел, и Крым, и медные трубы. Я знаю, что это такое. Были люди, которые собирались между собой по 10 человек. Приходили в глаза, смотрели и кричали: мы тебя порвем. Мы будем каждый по очереди, каждые 6 часов влиять на тебя, сжигать твои фотографии, жарить на сковороде с человеческой кровью. Тебе придет конец. Да, auf Wiedersehen вообще. Почему? Я знаю, как с этим можно сражаться, как это все делается и что с этим можно делать. Для этого необходимо вечерний контроль сознания. Каким образом он происходит? Закрывая глаза, начните произносить какой-нибудь стих. Могу вам и дать такой совет. Вечером, закрыв глаза, смотрите закрытыми глазами вперед и произносите какой-нибудь стих своим внутренним голосом. Допустим, широка страна моя родная, много в ней листов полей рек, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. После этого лежите и ждете, вновь ваш голос появляется или нет. В этот момент, если есть кладбищенская магия, то должен появиться голос по тембру, отличающегося от вашего голоса. Вот если он появился, скажите: пошел, и дальше матом про себя, закрытыми глазами. И все помогает отлично. Это волшебное трисловие очень рекомендую использовать только в одном случае. Если вы лежите с закрытыми глазами и слышите вот такие голоса. Почему? Неуважение к этой энергии заставляет эту энергию отдернуть от вас, щупаться. Понятно? Она боится такого огня. А вот она уже саттвическая. Микрофончик. В вечернее время, когда человек ложится, он может почувствовать на себя влияние. Есть даже практика такая по идентификации такого влияния. Я обычно своим ученикам не рассказываю, но раз сегодня такая тема, я могу рассказать. Человек должен понять, кто этот голос, который разговаривает в середине его, и должен идентифицировать его как свой персональный голос. Как я это делаю? Один раз в день я произношу определенный звук. Он должен быть короткий. Этот звук аум, допустим. Аум. И после этого с закрытыми глазами я начинаю слышать свой персональный голос в том тембре, который я его услышал своими ушами. То есть он должен в моей голове повторяться только в моем тембре. Это мой персональный внутренний голос. Все. Если появляется другой тембр, то это не мой персональный голос, и все остальные голоса я посылаю.
Понятно? Если я вечером ложусь спать и слышу, что там помимо моего тембра голоса появляется еще чужой тембр голоса, то после этого этот тембр голоса идет на 3 веселых буквы. Вот какой кошмар. И это великолепно и очень хорошо работает, причем купируется мгновенно. Таким образом, любая кладбищенская магия будет играть не в сторону того человека, который обращается. Почему? Такая магия – это магия зла. И к этой магии зла ее можно развернуть только злом. То есть, получается, клин можно вышибить в этот момент только клином. Поняли? Поэтому мужчина или женщина, которые лежат и начинают петь или произносить свой внутренний аум, допустим, в этот момент «хорош аум», и что ты? Обычно такие голоса они используют или маты, или какие-то ругательственные элементы анализа. И они в вашей голове создают ругательные элементы анализа. То есть это что-то начало ругаться. Если вы это идентифицируете, сразу же посылайте. Говорит, да, пошел ты, и дальше туда пошел. Конец. Отпускает мгновенно. Вы заметите, одного раза достаточно. Если идентифицировал, то споймал. Если идентифицировал и споймал, то пошли. Все. Видите, как все просто работает. Гениально. Все гениальное просто, ребята. Таким образом, идентифицировать влияние на свое сознание можно, особенно в виде вечерней или ночной кладбищенской магии. Можно ли влиять на такого человека? Да нереально. Почему? Потому что кто-то подключает, и это работать может только ночью, через вот такую энергию сатвическую. И после этого эта сатвическая энергия ночью, по идее, должна включать второй голос, который подключается к моему персональному голосу, внутреннему, и подкидывает туда, не моим голосом, подкидывает туда какие-то идеи. То есть там, как обычно у человека это проявляется. Если такой вирус вошел в ваше сознание, то вам на протяжении дня обязательно хочется поматериться. Вам на протяжении дня обязательно хочется кому-нибудь хамануть, понимаете? И идентифицировать это легко. Вечером легли, закрытыми глазами вспоминайте, как звучал ваш голос днем, пытайтесь произнести какие-то стихи красивые по возможности. Если кто-то вмешался, посылайте. Конец. Оказывается, все гером. Я очень рекомендую человеку, который начнет практиковать с мантрами, иметь при себе некоторые атрибуты для того, чтобы мантры правильно начитывались, а также позволяли человеку очень правильно к этому подготовиться. Итак, один из главных атрибутов – это четки. Четки могут иметь 30 бусинок, могут иметь 108 бусинок. 108 бусинок считается большим кругом четок. Считается, что человек, который читает один круг четок, этот человек совершает целиком Тору, которая как бы позволяет человеку выполнить полный цикличный такой цикл чтения мантры. Это существует для того, чтобы у человека эта мантра отработала целиком и полностью. Когда этот человек мог эти четки сделать индивидуальными и сделать так, чтобы они работали с его индивидуальной энергией. У человека необходимо, чтобы был ваджрарный символ. Считается, что ваджрарный символ, который выглядит именно так, позволяет человеку избавиться от загрязнений души, а также загрязнений его речи. В случае, если человека мучает совесть или мысли его недостаточно чисты, такой ваджрарный колокольчик или ваджрарный символ может помочь человеку сделать так, чтобы вибрация, которая исходит от него, выходила через призму вот этого священного символа и помогала человеку более чисто произносить священные слова и привлекать в его жизнь священные вибрации. Как проводить обряды с этими всеми символами, я буду рассказывать. Также очень рекомендую использовать ваджрарный колокольчик. Это колокольчик, который создает определенный звук, вершина которого обычно выглядит как вот такой вот символ ваджры. Ваджрарный колокольчик позволяет войти в уши практикующего мантру, а также в случае, если эту мантру кто-то слушает еще, то колокольчик вместе со звуком вносит начитывание или большое повторение этой энергии в сознание, а также вибрацию человека. Таким образом, перед началом нужно всегда делать звук колокольчика для того, чтобы вибрации всех присутствующих могли настроиться на вибрации чтения мантр. Естественно, во время того, когда читается мантра, очень хорошо возжигать ароматические палочки, целью которых является отвлечь гневных духов или голодных духов от человека и сделать так, чтобы они, смешавшись с дымом, который образуется вокруг палочки,
выходили к колесу калачакры или ваджра-чакры. Это существует для того, чтобы человек мог достаточно легко очистить пространство, в котором он находится. Я рекомендую использовать различные палочки. Палочки темного цвета, такие как Сайдархан или Сайбаба. Ими можно очищать пространство, потому что их присутствие позволяет сделать так, чтобы вокруг появился астральный огонь. Такие палочки можно воскуривать для того, чтобы вокруг происходило очищение пространства. Такие палочки я рекомендую использовать в тот момент, когда вы занимаетесь чтением мантр, которые позволяют человеку избавиться от некачественной или плохой судьбы, а также очистить его карму. Я рекомендую использовать палочки с запахом пачули во время использования или чтения мантр, которые связаны с магией, которые связаны с деньгами, то есть привлечение в жизнь денег, материального благополучия, а также при подношении ваджра-гуру или при подношении слов великим учителям. Палочки, которые имеют цвет белый и имеют запах сандала, я рекомендую использовать в том случае, если человек делает восхваление или читает мантры, которые связаны с привлечением в жизнь практикующего или начитывающего мантры определенной энергии, такой как мудрость, такой как молодость или такой как ясновидение или яснознание. Итак, все по порядку. Для того, чтобы начать читать мантры, нужно настроить наше помещение, в котором мы находимся, для того, чтобы это помещение было энергетически очищено. Обычно это происходит так. Человек зажигает палочку, которая в середине не имеет бамбукового стержня. При этом возжигание палочки происходит следующим образом. Нужно поджечь такую палочку. После этого ее потушить. В разных традициях используют разные мантры для того, чтобы очистить пространство. Я использую мантру Ома Бикхнента Тритахум Пхет для того, чтобы очистить пространство, в котором я нахожусь. После того, когда пространство очищено, происходит воскуривание этой палочки и чтение несколько раз вот этой мантры Ома Хум Кхахо Хри. Можно прочитать мантру Ом Ахум Ваджрагуру Падмасидхи Хум или Ом Абикхнента Тритахум Пхет. Таким образом происходит очищение пространства, а также происходит настраивание на вибрацию, также запах, который распространяется, настраивает человека, а также публику или аудиторию, которая работает вместе с ним, на один соединенный между собой ряд вибраций, который позволит всем работать как бы в унисон или произносить мантру и чувствовать одинаковую вибрацию. Когда мы берем в ручки четки, мы обязательно должны прочитать мантру освещения четок, которая звучит так: Ом Руце Раманай Праватая Хум. Это нужно произнести 7 раз, передвигая каждую четочку несколько раз друг за дружкой. Делается это так: Ом Руце Раманай Праватая Хум, 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 Ом Руце Раманай Праватая Хум. Итого получилось 7 четок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 четочек. Таким образом происходит освещение или заряжение четок, и для того, чтобы четки начали работать и создавать вибрацию вокруг человека, вибрацию света, а также вибрацию благополучия, нужно эти четки осветить своим ветром или дуновением своего ветра, который создается при помощи губ. Нужно 3 раза после чтения мантры подуть на круг четок. После этого, для того, чтобы четки работали очень хорошо и увеличивали энергию от произнесенных мантр, нужно начитать круг четок мантру благословления этих четок. Это мантра Ом Мара Мара Бемана Карам Ахазавахум. Ом Мара Мара Бемана Карам Ахазавахум. Ом Мара Мара Бемана Карам Ахазавахум. И так круг четок. Мужчинам очень рекомендую начитывать мантру Ваджрагуру. Ом Ахум Ваджрагуру Падмасидхи Хум. Для женщин и для мужчин подходит первая мантра Ом Мара Мара Бемана Карама Хазавахум, которая позволяет человеку настроиться на определенный лад, а также позволяет получить благословение от чтения мантр практически мгновенно. Правильно произнесенная мантра, а также правильно произнесенная
в нужном количестве мантра позволяет ощутить эффект на человеке или ощутить эффект от этой мантры на протяжении приблизительно 3 часов, 6 часов или 12 часов. В течение этого времени человек должен ощутить влияние этой мантры. Какие можно использовать четки? Четки разные, из разного камня можно использовать по-разному, и изготовить их можно для себя отдельно. Синие четки имеют успокоительный эффект, когда они работают с практикующим. Зеленые четки позволяют настроиться на благополучие, а также внутреннее равновесие. Красные четки придают человеку решительности и молодости. Белые четки позволяют человеку быть более мудрым. Бирюзовые четки или четки, похожие на цвет волны, позволяют человеку настроиться на элемент яснознания, а также получить ответы на нужные или интересующие его вопросы. У нас есть синие четки. Синие четки являются символом воды, позволяют человеку получить знания, а также четки, которые сделаны из бирюзы, являются самыми почитаемыми на территории Тибета. И синие четки, которые сделаны из бирюзы, считаются проявлением божественной энергии. Если человек начинает медитировать на синие четки, его целью часто является слияние с энергией божественного плана, а также помогает человеку настроиться на канал яснознания. Человек со временем, медитируя на такие четки, получает ответы на вопросы, которые интересуют его, а также получает ответы на все вопросы, которые создает мироздание, также получает ответ на вопросы, интересующие его, открывает канал ясновидения, яснознания. Считается еще и четками благословления. В случае, если этим занимается женщина, придает ей энергию любви, а также энергию печени. В случае, если этим занимается мужчина, то немножко успокаивает его тенденцию к разрушению. Очень великолепные четки. Символ. Итак, начнем читать правильно мантру. Воспалим нашу палочку. Воскурим нашу палочку. Воскурим нашу палочку. После этого настроим всех окружающих людей на определенный камертон или определенный лад. После этого возьмем наши четочки, произнесем 7 раз мантру, которая позволит нашим четкам быть освященными. Ом руцера манай праватая хум, 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 руцера манай праватая хум, ом руцера манай праватая хум. Возьмем их за веревочки и подуем на них 3 раза. Таким образом благословим наши четки на то, чтобы они приносили нам радость, а также благословим их на то, чтобы они смогли отработать с нами. После этого наши четки готовы, положим их на стол. При этом для того, чтобы наша речь была чистой, мы прикоснемся ваджрарным символом к нашему рту. Для того, чтобы наши мысли были чистыми, прикоснемся к нашему лобику. Для того, чтобы наши мысли, а также наша карма не влияла нам на пути к достижению просветления, то прикоснемся к нашему горлышку, прикоснемся к нашей груди. Таким образом символизируем искреннюю покорность перед энергией, которая должна войти в наше сознание. Прикоснемся к нашему солнечному сплетению, таким образом сделаем чистыми свои помыслы. Прикоснемся к своему животику, таким образом сделаем так, чтобы энергия сексуального плана не влияла на наше сознание. Прикоснемся к нашему темечку, таким образом мы сделаем так, чтобы наши мысли исполнялись, а также энергия, которая будет выходить из нас, выходила бы чистой, а также благословленной. Одним словом, таким образом мы подготовимся к тому, чтобы те слова и звуки, которые будут создавать вибрацию вокруг нашего энергетического кокона, работали так, чтобы не нарушить движение нашей жизни и правильно с нами отработать. После того, когда мы это сделали, мы можем отложить ваджрарный символ от себя, а также можем его не откладывать, а прямо вместе с ним медитировать, держа в одной руке вместе со своими четками. А также можем держать в левой руке наши четочки, а в правой руке держать наш ваджру, а также наш ваджрарный колокольчик. Таким образом, медитацию мантры им нужно проводить так. Каждое слово, которое будет сказано, или каждая мантра, эта мантра должна произноситься длиною в одно слово, на одном выдохе.
Мантра, одно произношение мантры, это произношение либо на распев, либо произношение быстрым повторением. Происходит это так. Каждая четочка это произнесение одной мантры один раз. Происходит это приблизительно так. Мантра Ом Мани Падме Хум может произноситься двумя разными методами. Первый метод Ом Мани Падме Хум. Это называется произнесение мантры на одну четку. Но также она может произнести, потому что также ее можно произнести на одном выдохе много раз. Ом Мани Падме Хум, 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 Ом Мани Падме Хум. И один образ, и другой образ, или одно повторение, или другое повторение полностью соответствует одинаковому влиянию на человека практикующего. И на распев произнесения это правильно, и на произнесение много раз на одном выдохе является правильным чтением мантры. Я считаю правильно читать мантру первый раз практикующим нужно на распев. В дальнейшем же чтение мантры нужно повторять при частом повторении. Допустим, в случае, если мантра является большой, такая как мантра Ваджрасаттвы, то ее прочитать на распев очень сложно за один раз. Ее нужно прочитать быстро. Выглядит это так. Ом Ваджрасаттва Самая Ману Палая Ваджрасаттва Тена Патишта Дритами Правасу Ташьями Правасу Пашьями Права Нурактуми Правас Сарваситими Праяца Сарвакарма Сучаме Читам Шрием Курухум Хахахахо Пагаван Сарвататагата Ваджама Мунчи Ваджипава Мах Самая Саттва Ахумпха. После этого я звоню в колокольчик. Таким образом произнесенная мантра входит мне в головку и таким образом настраивает меня на определенный лад. Точно так же вторая мантра, которую можно прочитать. Тадьята Ом Ваджа Пракара Ваджа Пракара Ваджа Чакра Дастабхая Накия Маливи Малинир Малекулу Кекулу Кулу Сарвабуди Соха. И после этого я ударяю в колокольчик. Таким образом такая мантра вошла в меня. Можно практиковать мантру, читая круг чота. Каким образом это происходит? Возьмем самую простую мантру, эту полную мантру Ом Мани Падме Хум. Ом Мани Падме Хум Махажнина Китуса Вада Китуса Навитхаря Сарута Парисатанаута Панана Махавала Китшвара Сваха. И позвонили. И после этого начинаем читать эту мантру на каждую круг чоток, на каждую чоточку отдельно. Ом Мани Падме Хум, 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 Ом Мани Падме Хум Махажнина Китуса Вада Китуса Навитхаря Сарутха Парисатханаута Панана Махавала Китшвара Сваха. Таким образом произнесена мантра, цикл чоток. При этом вы, наверное, заметили, что в самом начале я произнес полную мантру, и после этого я на каждый круг чоток произнес ее сокращенную мантру. Таким образом, считается, что я начитал полную мантру целый круг чоток. Таким образом, есть сокращенные мантры, а есть полные мантры. И читать сокращенную мантру можно в случае, если первая и последняя четочка завершается полным прочтением или рецитацией, или повторением полной мантры. Таким образом, можно читать полные мантры Ваджрасаттвы, при этом читая полную мантру Ваджрасаттвы в самом начале и в самом конце, а сокращенную мантру читая весь круг четок. Выглядит это приблизительно так. Ом Ваджрасаттва Самая Ману Палая Ваджрасаттва Тена Патишта Дритами Правасу Ташьями Правасу Пашьями Права Нурактуми Права Сарваситими Прая Сарвакарма Сучуме Читам Шрием Курухум Хахахахо Пагаван Сарвататагата Ваджама Мунчи Ваджиправа Мах Самая Саттва Ахумпха. Ом Ваджрасаттва Хум, 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 Ом Ваджрасаттва Хум,
Om Vajra Sattva Hum, 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 Om Vajra Sattva Samaya Manupalaya Varsattva Tena Patishta Tritami Prao Sutashயம் Prao Supashim Prao Anuraktami Prao Sarvasitimi Praetsa Sarva Karma Suchume Читаршем Курухум Кахахаху Пагаван Сарва Татагата Ваджмай Мунчевичи Праума Самая Сатва Ахум Пра. Таким образом я произнес мантру Ваджрасаттвы, а также мантру Мани Падмехум. Таким образом у меня эта мантра начинает работать со мной. При этом я использовал малый круг четок, при этом я использовал систему, которая благословила мои четки, а также сделала их светлыми, а также я сделал все для того, чтобы настроиться на определенный лад, а также настроиться на определенную вибрацию, а также очистить свое помещение, а также очистить свою структуру или свои энергии, для того, чтобы энергии, которые бы создавались вокруг моего энергетического тела, позволили мне получить в чистом виде те вибрации, которые воспроизводятся или возникают в тот момент, когда я начитываю или повторяю какие-то мантры. На сегодняшний день первый урок мантры закончен. Желаем успеха. Какие-либо упражнения. Наше тело нуждается в том, чтобы были какие-либо упражнения. Почему? У нас есть в нашем теле клиренс молочной кислоты. В случае, если человек переживает или ест, или лежит, у него все время появляется клиренс молочной кислоты, которая на самом деле расщепляется с помощью аромамасляной кислоты, пировиноградной. Это называется пируват-киназа. То есть вот это все, депонация происходит этой молочной кислоты. И в этом случае человек должен понимать, физические нагрузки дополнительно помогают расщеплению молочной кислоты, которая способна накапливаться у нас в плоти, в мышцах, в органах, во всем остальном, с помощью кислорода, который вырабатывается в тот момент, когда человек начинает активные физические упражнения. И это помогает человеку мгновенно замечать общее улучшение состояния. Если это будут не 5 тибетских жемчужин, это может быть совершенно разные, любые динамические упражнения, которые вы можете придумать, но так, чтобы не напрягать себя. Они должны быть мягкими, легкими, динамичными, очень такими не тяжелыми. Почему? Человеческое тело, оно как пластилин. Если пластилин холодный, то попробовать его погнуть, и оно сломается. Так же и с нашим физическим телом. К физическому телу, которое не готово, необходимо подходить без нагрузки, мягко. То есть начинать не с нагрузок, а там по чуть-чуть это делать. То есть сходу и балалайку можно поломать. То есть к себе нужно подходить, к своему физическому телу нужно подходить медленно. Время для физического тела, нагрузки гораздо важнее, чем сама нагрузка. Именно поэтому, когда человек взрослый, который 10 лет ничем не занимается, начинает заниматься физическими упражнениями, то ему плохо заниматься приседаниями. Ему нужны какие-то очень мягкие упражнения, но длительные по времени, без больших амплитуд. То есть, если это там орбитрек, то очень медленная ходьба, не менее там 14 минут, 15. Даже не обращайте внимания на калории, все в порядке. Конечно, могут ли быть 5 жемчужин? Да. А там какие-нибудь другие упражнения? Конечно. А можно ли ставить 5 жемчужин и говорить, что они какие-то универсальные и хорошие? Ну нет. Нет. Любые 5 упражнений, которые вы можете придумать, вы можете использовать как 5 жемчужин. Это будет иметь точно такой же эффект. Давайте еще раз скажу эти тайные слова. Обычно дети не слушаются, потому что их ругают. А для того, чтобы они слушались, их нужно хвалить. Вот нужно определить для себя, хвалишь ребенка, он хороший. Ругаешь, он нехороший. Конец. Вы на себя обратите внимание, вас начни ругать, вы бешеные становитесь, даже взрослые люди. Начните каждый день пилить мужа, и начнется чехарда в вашей жизни. То есть он будет приходить позже, уходить пораньше, непонятно где там деньги девать, и после этого будете делать так: ах ты, сейчас я тебе как дам, и начинает, и это не так, и это, что такое, я тебя воспитаю сейчас.
А где? Какой же ты молодец. Конечно, сложно очень, когда необходимо ругать. Ну что, если его необходимо каждый день ругать, его что, необходимо каждый день хвалить? Да. Начните с малого, по чуть-чуть. Начните хвалить близких, начните хвалить детей, тогда они будут слушаться. Потому что обычно человек, особенно женщины, особенно в тяжелом каком-то жизненном, в тяжелой жизненной ситуации, они занимают позицию несдерживания своих эмоций и занимают позицию ругательственной по отношению к своим детям и близким. Если человек начинает ругательственно относиться к своим близким, как судья, то они себя чувствуют подсудимыми, все время чувствуют свою вину. В дальнейшем это накапливается, особенно если это мальчики. Как это все можно пустить вспять? Начинайте хвалить за что-нибудь, подмечайте. Вот молодец, вот это сделал, вот ты молодец, хороший. Или вот это сделал, вот ты молодец, тоже молодец. Таким образом старайтесь как можно чаще говорить, насколько ребенок молодец. У него получается, поощряйте, не получается, не обращайте внимания, тогда все будет получаться. И это вырабатывает у человека желание делать лучше. Я даже по детям вижу, если детей хвалить, они очень стараются, прямо очень стараются. Как только наругаешь, они становятся бешеными, потом 2 часа они не слышат, не видят, непонятно, что происходит. Если выйти с вытаращенными глазами, сказать, что такое, там, разбить тарелку, они испугаются, то после этого они 2 часа потом носятся, разбивают руки и ноги, друг друга царапают, и вот в таком состоянии. А если по чуть-чуть с ребенком молодец, и вот это сделала молодец, и вот так вот произошло умница, и там сестре помогла молодец, и, а ну-ка давайте обниматься. Если трогать ребенка или его обнимать, кстати, это очень хорошая идея. Я считаю, что утро в семье, это утро должно начинаться с обниманий. Когда вы первый раз видите человека, обнимите его, подойдите его, обнимите, можно поцеловать, если любите, отвернуться, если не особо любите. Ну, это уже там на ваше усмотрение. Нюансы, да. Можно улыбнуться, поцеловать, потом плюнуть на спину, все в порядке. Главное хвалить, молодец. После приема каолина чувствую сухость во рту и постоянно хочется пить. Не вызвал ли каолин сухость на голове в виде перхоти? Как справиться с перхотью? Каолин не может вызвать. Каолин принимайте столовая ложка на 1 литр воды, просто вот такую каолиновую воду. Не принимайте в концентрированном виде каолин. Дальше перхоть на голове можно убрать следующим образом. Начинайте принимать йодовую горку. 1 капля йода на 1 столовую ложку молока перед самым сном. Первый день 1 капля, второй день 2 капли, на 10-й день 10 капель, на 19-й день 1 капля. Если у вас нет аллергии на йод, это очень важно, поэтому ее определить нужно так. Проведите тампончиком с йодом по руке. В случае, если у вас не будет аллергической реакции, не будет чесаться, зудеть, не покраснеет, не нарвет, то тогда йод можно использовать. Если такое все-таки произошло, йод необходимо не использовать. Не нужно этого бояться. Далее, второе, для того, чтобы перхоть не появлялась, купите препараты селена в виде таблетках. Растворите эту таблетку и добавьте в шампунь, растворите в воде таблетку селена с высоким содержанием селена, добавьте в шампунь и используйте шампунь для мытья головы. Тогда перхоти не будет. Или если бы сейчас включился какой-нибудь там канонадный звон, знаете, в небесах, и там был бы мой голос, и все бы вняли, и после этого бы поняли это, то мгновенно бы мужчины перестали изменять своим женам. Почему? Каждая любовница, зная, что она живет с мужчиной, у которого есть жена, она должна видеть в нем только финансовый инструмент для своей жизни и красоты. То есть приезжает, у него там жена, и она должна ему сказать: ты меня любишь, да, еще хочешь ко мне приезжать? Хочу. iPhone какой там, 11. Ты же любишь меня, разве моя красота может стоить меньше iPhone 11? После этого второй раз: купи мне там, я не знаю, что там можно покупать, там золотое украшение, там, мне нужно новые губы сделать, о, кстати, там, красивые ресницы, новые губы, новую грудь ставить, новые ноги вытянуть, там, бедра.
сузить или, ну и так далее. Там в институте можно учиться годами, там тысячелетиями, квартиру ремонтировать. После этого красивее становиться. А что? Разве, вот смотрите, если замужняя, зачем ей уже красота нужна? Все, он уже попался. А если холостая, ей же нужно еще цвести и как-то проявлять себя? Конечно, нужно. Тогда каким образом она должна сделать? За чужой счет? Поэтому, если есть ходок, пусть ходит, все нормально. Пусть только платит. Так вот, он 3 раза походит и поплатит, и потом скажет: так а зачем? У меня есть семья. Зачем мне платить, если у меня все бесплатно дома? И после этого ходить перестанет. Скажите, это разумно? Так холостая станет красивее, быстрее замуж выйдет. А так я его люблю. Ну ничего страшного, что у него есть жена. Почему ничего страшного? Это нехорошо. Если мужчина ходит к другой женщине, у него есть жена, то рано или поздно его жена очень тяжело заболеет. Понятно? И после этого совесть его будет, не будет, и она, по идее, ни в чем не виновата и так далее. Знаете, тем не менее, потом это ляжет все равно на его плечи, на его детях ляжет, знаете, на его неприятностях в жизни. Знаете, я всегда говорю такие слова. Мир так устроен, что изменять мужчине и женщине можно с легкостью. То есть это сейчас даже очень практикуется. Есть всевозможные тантры. Я видел эти ужасы даже в интернете, знаете, в шоке. Конечно, мир сейчас устроен по принципу как можно быстрее забеременеть и там как можно быстрее замуж выйти и так далее. Я понимаю, что мир торопится, девочки торопятся. В этом ничего плохого нету, ровным счетом как ничего хорошего. Культ семьи исчезает.